Ну что ж, всем привет, с вами Ролевошная, и сегодня мы продолжаем наш мини-кампейн, который медленно перерастает в обычный кампейн по приключению для Зова Ктулху, который называется Инверсия. Сегодня, если не изменяет память, наша 4-я встреча, и прежде чем напомнить, на чем мы закончили в прошлый раз, я хотел бы напомнить зрителям подписаться на наш канал, если еще не подписаны, поставить лайк под этим видео и рассказать в комментариях. Да, и вот рассказать в комментариях, как вы думаете, что за пантомима сейчас у Саши. Колокольчик нажмите, пожалуйста, тоже. Нажмите колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео. Да, чтобы не пропустить новые, так часто выходящие на нашем канале видео. А теперь, как я и обещал, давайте вспомним, что у нас произошло в прошлый раз. Кажется, событий было достаточно много, но при этом герои продвинулись, к своим целям. Один этаж. Да, они спустились на лестничный пролет. В процессе они убили одно существо и перезаражались, возможно, половина команды перезаражалась какими-то паразитами. На уровне с информационной базой, которая находится в этом советском комплексе, в котором оказались наши герои, они первым делом хотели отправиться в архивную комнату с компьютерами, где они должны найти мануал по отключению инверсионного двигателя, но оказалось, что комната уже кем-то занята. Местный механик с электрическими проводами, которые пронизывают его тело, ходит как пес на цепи внутри этой комнаты, и наши герои сразу же поняли, что он будет представлять им опасность, поэтому они отправились найти хоть какой-то инструмент или оружие, которое поможет им в преодолении этого препятствия. И пока они искали, что же им поможет, кое-кто нашел их первым. Человек, полностью облаченный в радиохимзащиту, в противогазе, который скрывает полностью его лицо. Человек, который именует себя Борисом Левицким, появился перед Николь и предложил ей помочь. Судя по всему, он каким-то образом воздействовал на то, как Николь видит этот мир, и он подставил ее, сказав, что если она принесет в жертву невинное животное, она обретет спасение и защиту от того, что обитает в комплексе. Но когда Николь опустила свой топор на несчастную овечку, оказалось, что на самом деле она раскроила череп Антону Петрову, который так много уже пережил и так многого лишился за эту короткую экспедицию. И таким образом Николь поставила точку в его мучениях. И на этом мы и закончили нашу предыдущую встречу. Ну так давайте же вернемся к повествованию прямо с этого момента. Я хочу, чтобы вначале мы с вами кое с чем определились. Черви, которые забрались под кожу и в тела Надежды и Николь. Я хочу, чтобы Оксана и Яна сейчас сделали в закрытую проверку на телосложение. Готово. Сделано. Что ж, теперь я знаю, заразились вы червями или нет, а вот вы этого не знаете. Но это как с любой болячкой. Надежда, ты буквально видела, как черви ползают под твоей кожей. Ты чувствуешь их внутри себя, чувствуешь, как они сейчас, оставляя маленькие дырочки за собой в твоих внутренних органах, заполняют твое тело, размножаясь у тебя внутри. Николь, ты особо ничего не чувствуешь, потому что немного занята. Итак, Карсон, напомни, ты делал проверку на слух? Да, я услышал. И ты услышал. Да, ты услышал вскрик
вскрик последний, вскрик Антона Петрова. И что ты делаешь, Карсон? Я начинаю, не бегом, но уверенным шагом иду посмотреть, что случилось. Николь, когда ты раскрыла череп Антону Петрову, и пелена иллюзии, которую Левицкий на тебя наслал, спала с твоих глаз, и ты видишь содеянное. Скажи, как Николь на это реагирует? Как на что-то само собой разумеющееся, как на то, что Левицкий ее не обманул, или все-таки она каким-то образом осознает последствия своих действий? Я думаю, в первый момент, когда пелена спала, Николь не хотела даже... Ей и так было страшно, она даже зажмурилась, когда била в эту овцу, поэтому она словно не поверила в первые секунды, даже протянула руку к хлещущей красной жидкости, ведь именно вот за этим она здесь и была, ведь именно это должно было ее как-то сберечь, это сбережет всех остальных. И тут до нее что-то все-таки доходит. Это тот мужчина, который был Антоном. Она отпускает топор и с руками измазанными в крови, возможно, кровь попала на ее белую рубашку, с ужасом смотрят вниз. Это не овца. Это не овца. И Николь не пытается скрыться. Поэтому, Карсон, ты идешь в направлении, из которого ты слышал вскрик, поворачиваешь в промежуток между высоко поставленными друг на друга ящиками, потому что вы сейчас находитесь на заполненном различными запасами, припасами складе, и за следующим поворотом фонарик, который закреплен на дуле твоего автомата, выхватывает из темноты лицо, окрашенное кровью, лицо Николь, которую ты на долю секунды, может быть, даже не узнаешь. У нее в крови руки, кровь попала на ее белую рубашку. На полу, у ее ног, лежит окровавленный топор, а рядом с ним, его ты можешь опознать только по одежде, мертвый Антон Петров с огромной зияющей раной посреди лица. Что ты делаешь? Что вы делаете? Что происходит? Не нужно на сцене кидать, нет? Да. Пока фонарик высвечивает эту сцену, то есть, может, даже дополнительный свет немного ослепил Николь, она закроет лицо, повернется на свет и начнет всхлипывать. Это не я! Это не я виновата! Это не я! Так, у меня 86, 41, это фейл. Это фейл, хорошо. Персон, при виде этой обескураживающей кровавой картины ты теряешь 3 санити. Хорошо. Хорошо-то оно хорошо, но как реагирует твой персонаж, когда он видит это? У меня зрачки расширяются, и фонарь начинает скакать с лица Николь на тело Антона, потом снова на Николь. Какого хера? Свет бросается на топор, лежащий у ног Николь. Ты зачем это сделала? Я начинаю чуть ближе подходить. У меня дергается автомат, я кричу на нее, чтобы она объяснилась. Это он меня заставил, это Борис Левицкий, это он, нет. И Николь... Борис Левицкий, ты убила Антона топором. Это был не Антон, это место, оно играет с нами, этот мужчина, он сказал, если я это сделаю, мы спасемся. Нет, пожалуйста, прошу. Надежда! Стой смирно, не двигайся, не трогай! Я слышу, наверное, весь этот шум. Да, крики, истерику, и как зовут мое имя, и прижимая к себе найденный тот самый диктофон портативный, я спешу на звук.
Ты находишь... Крики не без труда. прекращаются, я кричу на Николь, чтобы она не двигалась, и у меня нервы... Ты можешь слышать, что я очень на большом... Даже не знаю языка, ты понимаешь этого. Николь продолжает причитать. Это был не Антон, это был не он, это был Борис. Нет, не он. Надежда, ты появляешься рядом с ними, это какой-то хаос, все в кровище. Вебер тычет автоматом в залитую кровью Николь, делаю проверку на Sanity тоже. Да, я делаю проверку на Sanity. Я думаю, один из моих первых рефлексов — это опустить ствол автомата вниз. Никакой стрельбы. 40 — это провал. Один Sanity. Ты закаленный русский ученый. Я умирала больше миллиона раз. Я думаю, я повидала смертей, тем более собственных. Я смотрю на Петрова. Вы слышите непереводимую игру русских слов. Возможно, ваши переводчики не в силах ее перевести вам. Не растерянно смотрю на вас. А как теперь? Я начинаю говорить на ломаном английском, коверкая слова какие-то. Все еще пытаюсь опустить твое оружие Ты вниз. пытаешься отпустить, то я что-то тебе рявкаю и очень выразительно тебя смотрю, чтобы ты отошла от меня. Я отхожу, потому что спорить с человеком с оружием не нужно. Но На продолжайте колени! говорить: На стой! колени! Стой! Стой, дурак, не стреляй! Николь, услышав, что кто-то еще подошел, прикрывая до этого лицо рукой, может быть, еще больше там пачкая себя, свои очки, волосы, поднимает руки в жесте «я сдаюсь» и выхватывает взглядом кого-то, кто пытается вроде остановить... Спиной, повернись спиной Карсона. ко мне и встань на колени. Да, пожалуйста, это был не Антон, я клянусь вам, клянусь чем угодно. Если ты делаешь, что я тебя прошу? Да, безусловно. Если, ты делаешь, то следующим действием я в затылок ей бью прикладом автомата. Ты хочешь сопротивляться или принимаешь участие? Я думаю, стоя спиной, она до этого даже не ожидает, просто получает прикладом. Хорошо. Тогда, Николь, ты теряешь 3 хита. Она наносит тебе 3 урона от... Я надеюсь, ты не умерла, а то это возможно. Я не планировал ее убивать. Нет, у меня достаточно хитов. Хорошо. Тогда ты получаешь 3 урона, и этого удара хватает для того, чтобы вырубить тебя. Ты просто падаешь на бетонный пол, мир вокруг тебя меркнет. Надежда, Карсон, вы остались вдвоем. Я вешаю автомат на веревку, на лямку, поворачиваюсь к Надежде и показываю ей: веревка, нам нужно связать ее, я тыкаю пальцем ее. Я киваю тебе. Поищи здесь. Мотаю головой, ты видишь, что я просто вынимаю пояс своего медицинского халата и начинаю заматывать ей руки им. Он достаточно прочный и длинный, чтобы удержать ее. Она не очень сильная. И я тебе говорю: нельзя ее убивать. Она мне нужна. Без нее я от этого не избавлюсь. Я не понимаю, видимо, что ты говоришь, но, видимо, ты говоришь no kill, и я... Да, no kill. Это буквально вот ломаный английский, broken English, без склонений, без спряжений. Don't kill, I need her. Вот это вот, с ужасным русским акцентом. Я напомню вам, что у Николь как раз-таки все еще есть, по-моему, где-то был транслейтер. Да, у Николь был. Подожди, ты сказал, что сумка ее пропала. Нет у нее больше транслейтера. Да. Николь, сделай проверку на лак. Нет, тебе уже все Может равно. быть, где-то из твоего кармана раздается пиликанье. Это должен быть лак Карсона тогда. Это должен быть лак Карсона или Надежды, да. Давай я сделаю. Давай ты. Как я и сказал, нету никакого у нас переводчика.
Сумка Николь бесследно пропала этажом выше. Что вы делаете? Я осматриваю тело Петрова. Угу. Я, хочу понять, провести мини-расследование, что здесь произошло. Возможно, они из-за чего-то подрались, возможно, у него что-то было, из-за чего он напала. Во-первых, ты хочешь... Я сам обыскиваю его тело, может быть, что-то интересное найду, так как у меня к нему подозрения были. Я подозревал, что он что-то не договаривал. Может быть, у него с собой что-то есть, что... У Антона при себе небольшой набор инструментов. Это инструменты, скорее всего, мелкий мультитул и набор отверток для работы с микроэлектроникой. Просто с электроникой. Ну, если там вот то, что чем я могу работать, отвертки, типа, я возьму на всякий пожарный. Легкий мультитул, хорошо. Ты взял набор инструментов, у него при себе был фонарик, и на пальце у него поблескивает кольцо с топазом. Достаточно дорогое, но, возможно, это вообще никак буду... не привлекает внимания, кольцевого бюро. Заниматься вандализмом. Вот. Ну да, я беру фонарик на всякий случай, вдруг, типа, я слышу, что здесь еще есть люди, возможно, лишний фонарик нам пригодится, поэтому я беру фонарик. Но я думаю, я нахожу резиновые сапоги, которые он нашел здесь на складе. Да, абсолютно точно. Сделай проверку на интеллект, чтобы попытаться приблизительно восстановить картину происходящего. Если ты каким-то образом сможешь объяснить это Надежде, возможно, она может тебе помочь. Extreme success. Но, впрочем, тебе это и не нужно. В целом, все достаточно просто, кроме одного момента. Антон явно стоял на коленях, он как раз наклонился над ящиком, вытаскивая из него сапоги, он обернулся, и в этот момент ему прилетело в лицо лезвие топора. Это ты можешь просто понять по положению его тела и по характеру раны. Но есть один странный нюанс. За его спиной стена, и Николь каким-то образом смогла подкрасться к нему настолько незаметно и при этом переместиться к нему за спину зачем-то и оттуда нанести удар, хотя она могла сделать это с более выгодной позиции, с той, с которой пришел ты. Угу. Представляете, в живых у меня все меньше, этих аргументов. Я обыскиваю Николь, любые острые предметы, вплоть до карандашей, я все у нее забираю. Думаю, после мотылька у нее там вообще... телефон, у нее телефон с собой. У нее есть телефон, у нее при себе диктофон, современный диктофон. И то забираю. И ты берешь у нее из кармана, достаешь ручку, пишущую ручку, но она какая-то с каким-то толстым набалдажником, и покрутив ее в руках, видишь, что на кончике поблескивает маленький объектив. Ты понимаешь, что это ручка с видеокамерой встроенной. Я вот так повертел, пожимаю плечами, я, в общем, все это убираю к себе в карманы. Возможно, я вижу, что Надежда искала диктофон, потому что она пришла с каким-то массивным устройством, которым я распознаю доисторический диктофон. Я хочу ей показать этот и показать, как он работает. Я когда вижу, что ты проявляешь интерес к тому, что я нашла, я пытаюсь привлечь твое внимание. Смотри, и нажимаю кнопку записи, делаю короткую запись, потом нажимаю, чтобы он ее проиграл, и показываю тебе еще раз на диктофон. Отвлечь, и потом показываю на комнату архивную, откуда мы пришли. Он уходит на звук. Звук отвлекает. Если он слышит звуки. Я показываю на ухо и показываю. Должен. Проверим. Да, я начинаю натягивать там сапоги, фартуки, вот это вот все, что мы нашли, изоляционные, условно говоря, и перчатки. В общем, готовлюсь. Я проделаю все то же самое и тыкаю на автоматом в Николь и вопросительно тебя смотрю. Нужно оставить в живых. Я, знаешь, беру ее за
Сколько у меня сила? 70. 70 это много силы? Я могу поднять Прилично. Николь или нет? Да. И тогда я просто за шкирку приподнимаю Николь и показываю на нее потом в сторону этого, или показываю ее в сторону стены. Отрицательно мотаю головой. С нами, идет с нами. Приведи в чувство. Оставим здесь, умрет. И я Слишком беззащитно. переворачиваю Николь к стене, чтобы она сидела. Сажусь перед ней и начинаю, похлопываю по щекам, поворачиваюсь к Надежде. Ты же доктор, на шатырь. Она Нет. она не доктор. Физик! Я не знаю этого. Типа она до этого что-то пыталась лечить Стива, я же до конца не понял, может, не Стива, блин, а Петрова. Итак, Надежда, этот американец-дурак не понимает различия между доктором физики и доктором медицины. Сделай проверку на Лису. Отлично. И это провал. Хорошо, продолжайте. Черви в ушах копошатся слишком громко. Смотри, я пытаюсь ее вот пошлепывать не сильно, чтобы не травмировать. То есть Понятно. я вот так вот шлепаю по щекам. Она приходит в себя? Да, только если она не хочет притвориться, будто не приходит в себя. Это вопрос Николь. Она, ну, если последствия удара уже не так важны, она начинает стонать, еще не открыв глаза, руками тянется к голове, к затылку, приоткрывая глаз, тянет руку вперед. Ты не тянешь, у тебя руки чтоб- связаны за спиной, скорее всего, Ага, ремнем. Тянет тогда руки, за спиной? Они Вот за так спиной, связали? за спиной, да. Угу. Знаешь, я беру тебя за подбородок, чтобы ты смотрел на меня, и когда у тебя вижу, что у тебя сфокусировался взгляд, я как можно стараясь спокойней произношу тебе, если ты и правда не хотела убивать Петрова, то ты будешь вести себя хорошо. Понятно? Делать все, что я скажу. И что скажет она, я киваю головой, если поймешь. Если я увижу хоть малейшую попытку сбежать, или как-то навредить, или помешать нам, я, может быть, и умру, но тебя я заберу с собой. Поняла? Никого навредить, только защитить, пожалуйста. Я отворачиваюсь от тебя, потому что мне не очень приятно смотреть. Беру за плечи и ставлю тебя на ноги. И поворачиваюсь к Надежде и говорю: она твоя ответственность. Ладно, я даю тебе такой же комплект одежды. Там, сапоги резиновые, фартук. Перчатки не даю тебе, руки связаны, ты их не наденешь, и киваю тебе. Надевай. Я и что помогаю одеться Николь. Хорошо, вы все втроем сейчас облачены в изолирующую специальную спецодежду. И еще я даю Надежде кусачки с изолированными этими, чтобы если что перекусить провода. Я думаю, она поймет, зачем нужны кусачки. Просто ей протягиваю. Я показываю на твой диктофон, на свой диктофон. Делай свой план, потому что я на самом деле не очень понял, что ты хочешь, но я понял, что ты хочешь что-то сделать с этим, чтобы сделать с тем чуваком. Да, я записываю на оба диктофона одну и ту же, наверное, запись. Возможно, я нахожу какой-нибудь тихий уголочек, где мой громкий голос никого не привлечет и не потревожит, и я записываю там призыв о помощи, возможно, громкий, там крики «помогите, помогите!», выкручиваю на обоих диктофонов громкость на максимум, чтобы при включении они максимально усилили этот звук. И кладу второй диктофон маленький, портативный, к себе в карман на всякий случай, а тот, который побольше, я его просто несу, и я думаю, что когда мы будем возвращаться обратно в сторону архивов, я его поставлю, может быть, в каком-то помещении напротив архива, оставив его с открытой дверью, чтобы там включить его с какой-то задержкой. То есть я запись делаю, причем не сразу, что ты включил, и она понеслась, да, там я включаю запись, где-то минуту тишины даю, чтобы у нас было время отойти от него, и уже потом делается запись.
Хорошо. Вот. И последнее, я вот перед тем, как мы пойдем, я подойду к Надежде, покажу ей руки, потом покажу ей на пистолет, который у нее есть, и скажу. Угу. Ага. Я забираю пистолет и, кстати, у Петрова я же пистолет еще нахожу, я его тоже забираю себе, просто чтобы у меня был пистолет. Хорошо. Я думаю, когда уходила Надежда, и когда Карсон ходил, поднимал пистолеты, там, помогал одеваться, Николь время от времени поднимала голову и говорила: вы поверите, когда он придет, да? Когда он опять придет, вы же мне поверите? Поверите, что я не хотела? Николь, когда я он не придет? понимаю до сих пор, что здесь произошло, но ты явно его убила. Он И если придет это и- сделала по чьей-то указке, и если он придет, то ты опять сделаешь то, что он тебе скажет? Нет, вы же не... Вы просто поверьте, что это я не хотела. Вы просто поверьте. Окей, я верю, тем не менее ты снова можешь это сделать. Единственное... ладно. Я не скажу, что Петров был мне как-то очень дорог или что-то вроде того, но мы тут все вроде как в одной лодке, и ты только что убила человека в лодке. Если вы захотите ему поверить, просто, не знаю, не надо. Или... И она Спасибо большое, Яш. замолкает. Вы выходите со склада. Вы выходите вооруженные всеми теми припасами, которые вы нашли, но не досчитываясь одного человека. Вы идете вдоль коридора, возвращаясь к хранилищу информации, а тем временем в коридоре позади вас, в тенях, Юрий говорит: товарищ Бреннер, я знаю вот эту вот, ее знаю. Он тычет вперед в женщину в халате, идущую к вам. Он меня удаляющуюся. видел, я раскручивал ребенка, если что. Ну, Он убежал в этот момент. он тогда, после скорее этого. всего, больше смотрел, вряд ли эти травмирующие воспоминания сильно отпечатались у него в голове, но надежду он запомнил. Она мне помогла. Помогла тебе? Ага. От водяного Мгм. спасла, я вам рассказывал. Так это она была. Ну что ж. Ладно, хорошо. Может быть, с ней действительно все в порядке. Остальных я тоже видел, только вот не уверен, что они все еще те же, кого я помню. Ладно, давай, сиди все равно тихо, и давай посмотрим, что они будут делать. Нам в любом случае надо как-то мимо них пройти. Ладно. Но можем попросить ее помочь там. Она одна Ну, из давай. этих, из белых халатов, а они тут всем заведуют. Она, наверное, знает, как пройти вниз. Я задумываюсь об этом. В его словах действительно есть какая-то доля истины, на ней действительно белый халат. Ладно, ну что ж, все равно, давай последим, что тут будет сейчас происходить, и там видно будет. Юра... Люди лучше себя показывают, когда не знают, кто за ними наблюдает. Юра кивает тебе. Да, товарищ Бреннер. Итак, Бреннер и Юра, вы в тенях крадетесь следом за Карсоном, Петровой и Николь. А что делает эта троица? Я, короче, до конца не понимаю план Надежды, поэтому я просто, предоставляю ей действия. Если она что-то от меня захочет, она ко мне подойдет и скажет, что нужно сделать. Я понял, что у нее есть план, и я, согласен с тем, что это больше, чем есть у меня, поэтому я не буду слушаться. Итак, вы возвращаетесь обратно к этой комнате. Здесь особо ничего не изменилось. Вы видите большие широкие окна, которые отгораживают ее от коридора. Дверь точно так же здесь. Дверь заперта, но ключ у вас есть. Внутри также, испуская снопы искр и потрескивая, движется техник, обезображенный, изуродованный техник.
ваши действия? Мой план состоит в том, чтобы выманить его наружу из этой комнаты и заманить либо в другую комнату, либо просто, чтобы он дал нам войти незамеченными. Мгм. То есть в идеале какое-нибудь помещение напротив, у которого мы откроем дверь, поставим внутри диктофон, там сами запустим запись, отойдем где-нибудь в стороне, скроемся, и когда товарищ системный администратор выйдет, ага, вот, отлично, то мы либо закроем за ним... То включить свой курсор и Объясни показали, нам. где мы, Да. да. Ладно, смотрите, все на самом деле просто. Комната, которая вам нужна, находится на северо-западе. Это верхняя левая самая комната. Мгм. С Мгм. маленьким закуточком Г-образным, да? Да. А вход сверху справа, да? Или снизу слева? Вход через закуток или вход через большую часть? Это, по сути дела, одна комната. Мгм. Это одна комната, просто два отдела. Вот где, который большой, это активные мейнфреймы. Там вы видите здоровенные машины с вот этими бобинами какими-нибудь, катушечными, там, магнитными лентами, которые сейчас гудят, вращаются. А то вот небольшой закуток, небольшой отдел в этой комнате, в нем около дюжины, наверное, рабочих мест, компьютеров. И вот там сейчас ходит как раз-таки техник. Ну, то есть, прямо напротив есть дверь, получается. Да, Дверь да. входа в эту Да, комнату, как хочет Надежда. Тогда вот с ней это проворачиваем, и потом мы аккуратно, тихо открываем дверь вот в этот закуток, получается, чтобы товарищ сисадмин мог спокойно выйти оттуда. Может быть, даже приоткрываем ее, если можем сделать это незаметно для него. И да, включаем запись, там сами где-нибудь в стороне прячемся за уголком и ждем, когда он выйдет. И это срабатывает. Он начинает движение в направлении звука, в направлении открытой двери. Он медленно идет. Провода натягиваются, которые прикреплены к его телу и тянутся куда-то в темноту. И когда он переступает порог, он словно натыкается на невидимую преграду, но это не преграда. Вы видите, как натягиваются провода, идущие сквозь его тело и выходящие из спины. Он словно сторожевой пес, у которого слишком короткая цепь. Он может сделать буквально один шаг в Надежду коридор. и говорю, как в Том и Джерри. Он это... Ну, правда, Ты это тихо говоришь? не, я тихо говорю, А. шепотом. Вы видите, что у него светятся изнутри голубым призрачным светом глаза, и он словно из старых фильмов ужасов, но это, скорее всего, Карсон только понимает, он вытягивает руки в направлении этого звука, поднимает их, но опускает в следующую секунду, понимая, что не может пройти дальше. И если вы никак не реагируете, то он медленно оборачивается и начинает удаляться обратно в комнату. Я тебе также тихо говорю, отвлекай. Или, знаешь, он же уйдет просто в комнату, да? Он нас не замечает. Вас он не заметил, вы сказали, что вы спрятались. Да. Тогда я пытаюсь тебе объяснить, что 2 минуты, включи снова. Я зайду в вторую дверь, обрежу. Ты закроешь дверь. Я тебе показываю на ту дверь, за которой диктофон. Понял? Окей. Николь, ты... Давай так. Ты не обездвижена, твои передвижения частично ограничены. Они связали тебе руки, но не связали тебе ноги. Ты сидишь у стены, где, рядом с ними со всеми, они обсуждают свой план, а ты кидаешь на спот хидden. В этом фартуке, в сапогах тяжелых. Ты кинула blind, сделала ревил чек, там 97, Неплохо. да. Да, Ты ослепла. прекрасно. Ты очень увлечена нашими разговорами. Тебе очень интересно, как мы обсуждаем план.
Или самой собой. Самой собой я очень увлечена. Сзади, в конце коридора, по которому вы сюда пришли, тебе на секунду кажется чье-то движение. Ты даже успеваешь подумать, а не вернулся ли Борис. Но в следующую секунду вновь там стоит абсолютный мрак, никакого движения, и ты не придаешь этому значения, а где-то метрах в 5 от тебя Бреннер хватает Юру за шею, затягивает его обратно за угол и зажимает ему рот. Юра, понимающе кивает. Итак, что вы делаете? Все, что вы делаете, расскажите. Бреннер, ты видишь, что, Я дожидаюсь, что пока делают уйдет они. Надежда. Мгм. Я дожидаюсь какого-то Развитие... момента, да, какого-то. Мгм. Потому что пока мне искренне интересно, что же они будут делать, как они поведут себя вообще в этой ситуации, куда они отправятся дальше. И Хорошо. как они будут преодолевать вот это препятствие конкретно. Хорошо. Позвольте еще раз подытожить ваш план, если я правильно понимаю. Сейчас Надежда ушла. Надежда ушла. Надежда ушла Я ушла, и я захожу в это помещение через вторую дверь. через вторую дверь. Мой план таков, когда товарищ сисадмин начнет ломиться снова на звук, когда через пару минут Уэбер запустит запись заново, Мгм. я увижу те провода, которые начинают натягиваться. Ну, знаешь, когда ищешь, какой провод надо выдернуть с одной стороны, натягиваешь его и видишь, как он в штепселе дергается. Собственно, я делаю этот трюк, и я эти провода начну обрезать. Смысл в том, чтобы провода отрезать, он бы ушел в комнату со звуком, и Уэбер закрыл бы за ним дверь, и мы в безопасности, все хорошо. Хорошо. А там есть стул в той комнате, в которой вот напротив? Я думаю, что там найдется какое-нибудь кресло офисное даже на Окей, да, отечественных когда подшипниках. Надежда скрывается, я засекаю на часах 2 минуты, что она сказала. Я беру за шкирку Николь и говорю ей: сиди тихо, и, как мне кажется, у тебя получится это пережить. Окей? Да, только, пожалуйста, не отправляйте меня к нему туда, навстречу. Не-не-не-не-не. Будешь сидеть в комнате напротив, чтобы он видел цель. Если перерезание проводов его не убьет, я по нему открою огонь. Но мне кажется, он умрет. Но, пожалуйста, не надо. Я останусь просто в коридоре. Николь, да, останешься одна. Извини, но я тебе не доверяю. И время на исходе, и поэтому давай уже пойдем. И я подталкиваю тебя в спину и говорю: тихо. Начинает часто очень дышать от страха, прям хватать ртом воздух. Я завожу Николь в комнату, где-то, знаешь, на каком-то отдалении от этой двери ее сажаю, ставлю диктофон. Ты можешь посадить ее прямо в кресло и диктофон поставить ей, не знаю, на колени. На колени. Под стул я его поставлю ей. Хорошо. Вот. А здесь темно внутри или нет? Здесь сейчас темно, здесь свет может быть включен. Кое-какие лампочки все еще работают, но напомню, что после предыдущего импульса комплекс словно состарился, и многие вещи... Мне не вышли нужно включать свет, если что. Я просто спрашиваю, здесь темно? Здесь темно. Да, тогда я говорю Николь, что старайся не кричать. Смотри, если ты встанешь и побежишь, то ты, скорее всего, упадешь. И мне будет тяжелее тебя спасти. Доктору ты зачем-то нужна. И я постараюсь, чтобы ты выжила. Мы уже проворачивали этот план с Петровым, и он был жив. Все, давай, я, знаешь, хлопаю тебя по плечу, включаю запись Диктофон. и включаю фонарик Петрова, кладу его на пол так, чтобы он освечивал Николь. Хорошо. Николь, съежившись, когда там ты будешь отходить, будет держаться за край своей одежды, испачканной в крови Петрова, и приговаривать: он обещал, что это сможет защитить. Это сможет защитить. Красная сможет меня защитить. И вот Я, так будет сидеть. когда захожу
выхожу из комнаты, я напоследок ей, на самом деле, искренне улыбаюсь и шепотом «Удачи!» И иду обратно на место, где мы следили изначально. Я беру что автомат на изготовку и из-за угла смотрю. В таком случае, когда запись вновь оглашает этот коридор в тишине, техник резко оборачивается на звук. Это видит сейчас Надежда. И начинает шаркающей походкой двигаться в том направлении. Он вновь оказывается у открытой двери, но теперь перед ним в темноте прохода напротив подсвечена сидящая на стуле Николь. Техник делает несколько шагов еще вперед. Провода натягиваются, как струна. Их хорошо видит сейчас Надежда. Это коммуникации, которые идут в стену. Он выдрал их из стены, прямо чтобы... Или что-то, может быть, выдрало их из стены, чтобы пронзить его тело. И он опять, словно марионетка, натянутая на этих лесках. И в этот момент ты обрезаешь их. Да, Ты- либо все вместе, либо по одной, если они из разных мест. Их несколько. 3 или... Пускай 3 провода тянутся из стены. Ты обрезаешь один. Он дергается, его плечо освобождено. Ты обрезаешь еще один шаг вперед. Ты обрезаешь последний. Из-за того, что он тянулся вперед, по инерции он падает наружу из этой двери на корточки. Приземляется на колени, упирается руками в пол, а потом начинает подниматься с него. Он встает и делает один шаг, и ты видишь, Надежда, как за ним тянутся эти провода искрящиеся. Он заходит в комнату с Николь. Давай. Смотри, что я хочу. Там же есть дверь в этой комнате. Да. Смотри, я хочу, чтобы он сделал как он только заходит за дверь, я сразу начинаю быстрым шагом Я идти. тебе сразу скажу, чтобы ты не сделал глупость. Ты видишь, что эти провода, они довольно длинные, и они за ним тянутся. И пока он не зайдет полностью, а возможно даже их длины будет достаточно для того, чтобы они оставались снаружи, каждый раз пытаясь закрыть дверь, ты будешь упирать ее в длинные, большие, толстые провода. То есть они вот такие, да? Да. Это не проводки какие-то, это кабели электрические. Я понял. Я просто хотел дверь его прищемить. Я понял. Всё, Стоп. На самом деле, прищемить дверью ты его сможешь, но ты сможешь прищемить дверью эти провода. Я смогу дверь до конца закрыть, нет? Скорее всего, нет. Либо ты можешь попытаться. Давай так, почему нет? Ты можешь всегда попытаться. Это будет сложно. Не, ну если это прям невыполнимо... Это сложно, я не скажу, что это невыполнимо. В лучшем, просто в каком-то если так, то у смысле- меня было достаточно времени, чтобы в него прицелиться и выстрелить. Я вот про это тогда думаю. Кидай на ловкость. Ты не то чтобы прям 100% в этом уверен. Он довольно быстрый, когда дело доходит до живой цели. Не, ну просто сказал, что он упал, после этого вставал. Но вот вы это всё. же подумали, что он умрет сейчас. Я не против, просто, ты так говоришь, как будто я другие вещи делал. Когда Николь поняла, что он не умрет, она начинает Extreme биться, кричать. И Николь начинает кричать, техник бить поднимается ногами, на наверное, ноги. сбивает Ты можешь стрелять, диктофон. Карсон? Если я успею прицелиться, то есть, чтобы с преимуществом стрелять, вот у меня в чем вопрос. Нет, у тебя вот этот ход, ты можешь стрелять. Ты держишь его на мушке. Нет, тогда я не буду стрелять, чувак. Это Я будет, просто, я дам тебе бонусный кубик, просто потому что он недалеко от тебя находится. Окей. Прицела не будет, но он близко. Это провал. Да. Ты стреляешь короткой очередью. Все в молоко. Все промазывает мимо. Но техник... Ладно, окинь на лак.
Почему это он должен не отвлекаться-то в целом? Он не отвлекается. Успех. Да, но он зафиксировался уже на цели, и этот звук, так как ни одна из твоих пуль не нашла цели, он просто делает несколько быстрых шагов, и он в комнате теперь с Николь. Николь кричит, что делает Бреннер и Она Юра. не успела бы попытаться закрыть дверь? Бреннер и Перед собой. Юра. У тебя две руки связаны. Ну так... А ты ее прямо к креслу... Не-не-не, ноги то есть нет. она может встать, но она в тяжелом костюме, напоминаю. То есть ты можешь попытаться убежать, но я не думаю, что ты сможешь закрыть дверь хоть как-то, если ты к нему Я хотела побежишь. захлопнуть перед ним, ну, попытаться во всяком случае. Давай сделай проверку на ловкость, если у тебя будет экстремальный успех. Там еще второй выход есть рядом, вот прямо напротив тебя. Вот тебе до него столько же идти, сколько до двери твоей, где он находится. Я удивлен, почему... Как-то закрыто. Я удивлен, почему Карсон не привязал ее. Это было бы в его стиле, мне кажется. Чтобы Не, больше я же не драмы хотел было. ее прямо Да. этой. Ну, слушай, мы также, говорю, мы с Петровым то же самое проворачивали. Он был приманкой, Где я теперь действовал. этот Здесь Петров? то же самое. Но это Нет, не моя это проблема. Это не экстремальный Отличный успех. успех. Да. Если хочешь, ты можешь попытаться успеть встать с кресла хотя бы. Сбросив. Да, ну... диктофон на пол. Он всё под так, стулом стоит. он Все, всегда- тогда Ну, просто по- соскочить со стула, если хочешь, можешь. Мгм. Ну, конечно, она не будет сидеть, она там бьется, дергается, вскакивает. И ты Ну, видишь, как к тебе направляется, просто бежит вот это существо. У него подсвечены глаза бледным голубоватым пламенем. Он открывает рот, и, может быть, ты ожидаешь услышать какой-то звук, но вместо звука ты слышишь, как из его глотки раздается треск. Треск электричества. Ты видишь молнии, бегающие у него по ротовой полости, абсолютно обожженной, просто черной изнутри. Он бежит к тебе. я думаю, волосы у меня встают дыбом на руках, там, на затылке. Переходим к боевой ситуации. Так, Карсон, у тебя есть оружие, ты ходишь первым. Оружие и 65, да. Да, если ничего у нас не Да, изменилось, кстати. то ходит дальше Николь. Николь и Надежда, скажите, напомните, сколько у вас ловкости, сколько у Стива... всё. У Стива 55. 70. Так, у Стива 70, но это не меньше, это не больше точно, чем Карсона. С его автоматом плюс 50. Так, Надежда 60, то есть... 60? Но я не участвую в этом боевом безумии, потому что я полностью уверена, что Уэббер все-таки следует моему плану, где мы просто запираем сисадмина в комнате с диктофоном. И что там не сидит никакая Николь. Я его Тут улучшил никак- немножечко. Да, я вместо этих действий боевых буду заниматься непосредственно поисками инструкций. Я и просто, доступом. понимаете, я хороший ролевой игрок. Я решил в эту сцену Оксану тоже привлечь, чтобы она тоже Супер. могла что-то делать. Ты такой Я молодец. себе... Не за что. А так она сидела бы просто Да и всё. не, забавно, что забавно. Спасибо, да, Мне хороший нравится, мув. мне нравится. Это ведет к очень драматической смерти, Николь. Пока что. Итак, Карсон, у нас очередность, вам просто говорю, Карсон, Бреннер, Николь, Надежда и существо. Провода еще все еще есть часть снаружи комнаты или нет? Да, Тогда я хочу вот сделать то, что тогда озвучивал, попытаться прищемить их дверью. Я не буду это делать постоянно, но хотя бы, я думаю, это, ну, я хочу сделать так, чтобы дать какое-то время Николь, чтобы она попыталась убежать. я тебя понял. Кидай на силу. Так, сила. Extreme Success. Вот если бы я в него попал бы Extreme Success, этого ничего бы не было. Хорошо. Ладно, просто проблема в том, что у него тоже Extreme Success, ну ладно. Итак. Техник, кабельчик, будем называть его кабельчик, проносится мимо тебя. Карсон забегает в комнату с Николь. Ты бежишь следом. Ты видишь, как словно змеи, 3 змеи втягиваются в эту комнату, его кабели, которые следуют за ним. Ты хватаешь дверь, прижимаешь ее. И вот они
между дверью и косяком дверным они застревают. Ты чувствуешь, с какой силой он дергает их внутрь, но ты даешь Николь возможность несколько секунд, по крайней мере, которые она может потратить на то, чтобы спастись. Бреннер, что делаешь ты? Ты хочешь следующий? Можешь пропустить или отложить ход, если хочешь. Не, мне нормально. Я как раз... Значит, получается, техник сейчас за дверью, и его, Вебер как бы прижал эти провода. Да, Да. все Ага. верно. Что ж, мне Техник кажется, что... внутри помещения с Николь. Писнует. И его отсюда не видно. Его отсюда не видно, видно только Карсона, который находится в коридоре и прижимает дверь, чтобы помешать ему добраться до Николь. В общем, мне кажется, что они там не очень справляются, но, в принципе, понятно, что они хотят сделать, поэтому я покидаю свой этот темный угол и свое укрытие какое-то, и с Юрием за спиной я, на самом деле, бегу к Веберу и прижимаюсь к двери, короче, помогая ему эту дверь держать. Я в ахуе. Естественно. Два человека. Да. Одного из них ты более-менее узнаешь хотя бы, но другой голый. Но он там сзади, типа, чуть-чуть. Вот, А мне соответственно, рассказывали что-то про Юрия или нет? Решите сами. Ну, это вот у Надежды нужно спросить. Когда с нами еще был Петров, он мог перевести. Он говорил, что переводит все, поэтому ты рассказывала что-то о Юрии? Да, наверное, я объясняла, что встретила здесь паренька, который Мог боится прикинуть чисто водяного на и к воде не интеллект, чтобы подходит. по описанию понять, он это... Я не знаю зачем. да, я прям кричу там, типа, Юра, стой в коридоре. Хорошо. Да. В общем, да, я прижимаюсь как бы к двери рядом с тобой. А у меня ну, один прям большой глядя на вопрос. тебя. Я просто до этого не метагеймил, а они на каком языке разговаривают? Это хороший вопрос. Он Потому разговаривает... что они понимают друг друга, а я Да. как бы, он американец, а он русский. Да. Он говорит на английском. И когда Юра ему говорит: «А я что делаю, товарищ Бреннер?» Ты понимаешь, что ты его тоже понимаешь. А он говорит на английском или Он я говорит его на понимаю? Ага, все, я понял. То есть я понимаю, что это не английский, но я смысл слов улавливаю. Да. Мгм. Да, ну и Разберемся как с бы, этим потом, я думаю, сейчас это не самое... держа главное с тобой эту дверь, я как бы, смотрю на тебя и явно даю понять, что, короче... Я понял, что ты мне помогаешь, да, я Да, ничего... Так, мистер Уэббер, я так понял, что вы его тут удержать хотели, а дальше есть какой-то план? Я поворачиваю, я говорю тебе, особо нет. Я, если честно, думал, что он умрет, когда обрежутся провода. Мгм. Денис, у меня вопрос, как бы, заявка моя, действия на этот ход, это вот добежать и держать, короче, вот эту вот дверь. Могу ли я, в этот же ход, как бы, посмотреть на провода? Типа, увидеть, короче, что они из себя представляют, куда они ведут? Вижу ли я там эти обрезанные концы? Нет, обрезанных концов ты не видишь, что достаточно длинные провода. Он успел только пересечь коридор и запрыгнуть в эту комнату. Это толстые кабели с, как это сказать, с резиновым изолятором. Они тянутся в противоположную комнату и там уходят в темноту. Хватает ли моих знаний электроники обширных, чтобы понять, что сами эти провода, если это обычные провода, а не волшебные там какие-то, Мгм. что сами эти провода, они как бы, изолированы, они типа не опасны, за них можно взяться. Да, я думаю, что этого достаточно для того, чтобы понять. Я этого пока не делаю, просто как бы оценив ситуацию, смотрю, что там вообще за провода. Николь, ты вскакиваешь со стула, это существо бежит к тебе, но в следующую секунду оно застревает на месте, все еще пытается до тебя добраться руками, его пальцы скребут воздух перед твоим лицом в нескольких сантиметрах, он сам где-то в метре от тебя находится, ты видишь, как его рот открывается, это электричество, оно скапливается, там разряды становятся насыщеннее, сильнее, они тоже голубоватого оттенка. Что ты делаешь? Хочу спросить. Подожди. Да. Подожди. Сейчас будет нечто. Ты же сумасшедшая. Это правда. Кинь на Сайнити.
Я о том же и думала, что там другой выход, темнота. Да, конечно. Николь, ты безумно. Ты один цените себя сними, но проблема в том, что ты находишься в состоянии, можно сказать, постоянного безумия почти что. И хотя у тебя точно должна быть вспышка безумия, я тебя попрошу сделать проверку на интеллект, потому что, вероятнее всего, она поставит, ну, как сказать, она решит, будешь ты жить или умрешь, в некотором смысле. Что ж так сразу? Ну, подожди, это не приговор. Бросаю. Ага. Это У меня великолепно, с- это... Это Сегодня- отлично, тебе это У меня повезло. повезло. сегодня броски один за одним, да, я понимаю, но броски просто великолепные. В данном все случае- не меньше 90. В данном случае ты выкинула 99, и это прекрасно. Потому что ты видишь, как на тебя несется это существо. Тебе на секунду... Ты знаешь, Николь, тебе несколько одиноко. Вот они все... Ты им не нравишься. Ты понимаешь, что ты натворила, но это же не повод для того, чтобы вот так к тебе относиться. И на долю секунды тебя проносится абсолютная сумасшедшая мысль заключить этого человека в объятия, но ты отгоняешь ее. Что И ты руки за делаешь? спиной. Ну, просто дать ему заключить Я ее понял, в объятия. да. На минуту, на секунду, может, хотелось, это даже, может, понимание, что, может, это и все так и лучше будет, заключить его в объятия. Ты все еще можешь. Но в этот момент, я так понимаю, там где-то когда-то это была карта, и, возможно, там... Я думаю, Николь сейчас не знает, есть ли выход в этой темной комнате другой. Там потому свет что нет? В коридорах нету света? В коридорах ну- кое-где есть свет, и я полагаю, что ты можешь просто осмотреться для того, чтобы понять, что из помещения есть еще один выход. Я хотела схватить фонарик, чтобы пытаться Не, с фонарик у помощью входа света найти. находится. Ты за сказал, что этим. положил его перед Николь, ее подсвечивая. Да, перед О. входом, вот, чтобы ее подсвечивала полностью твою фигуру, иначе бы не Смотри, подсветила. как сам. Не, я Тогда, просто, ну, если, то есть я положил так, чтобы подсвечивалась фигура Николь. Ладно, это Я не не знаю, так важно. насколько это Николь, далеко. ты просто как бы хотела найти фонарик для того, чтобы найти выход. Да, Хорошо. чтобы в этой темноте уже можно было хоть куда-то понимать, куда идти. Ты осматриваешься вокруг. Во-первых, сам кабельчик освещает немного пространство вокруг. А во-вторых, позади тебя, через чуть приоткрытую дверь, виден свет, льющийся из коридора. Тусклый свет. Ты понимаешь, что здесь есть выход. Потыкаясь там в ногах, путаясь, Николь пятится к этому свету, потому что руки, пальцы вот этого существа, они прям очень-очень рядом с ней. И во рту какой-то привкус она даже не понимает от чего. Может, когда во время грозы немного сосет под ложечкой, и она пятится, ну, оборачивается, пятится, не понимая, на кого смотреть. Начинает движение в сторону света. Хорошо. Кабельчик ходит. Я буду кидать на его силу. Карсон, кидай на силу с бонусным кубиком за счет того, что тебе помогает... За счет того, что тебе помогает Бреннер и как бы Юра, но на самом деле это обычная дверь, вы прям втроем, ну, сложно, то есть я скомбинирую помощь от Бреннера окей, и окей. Юры в один бонусный кубик. Сила с бонусным кубиком. Hard success. Это смешно, я выкинул 28, а ты 27. Хорошо, ладно. Ваших усилий хватает для того, чтобы кабельчик также остался пригвожден к двери этими проводами. Он тянет за Николь все еще руки. Николь, ты идешь назад, и ты видишь, как постепенно, по мере того, как ты удаляешься, эти искры, они становятся все реже, которые бьют из его тела, и реже. Свет его глаз начинает мигать и постепенно затухать. Электричество, которое
молнии, бьющие во рту, они тоже... Их интенсивность снижается, он сам по себе немного замедляется, словно устает, и в какой-то момент он последний раз падает на колени и протягивает к тебе руку, словно уже в мольбе. И он остается так и сидеть на коленях, его рука падает, но тело не валится, а голова просто медленно свисает на плечо, и он остается в такой позе, замирая. Если он был жив, то умирая. И Николь, такая заявка была прикольная. Как мы с ним Николь, могли бы Внезапно он сделать. вспрыгивает, короче, и разбивает дверь, короче, врывается и пытается задушить Карсона Уэбера. Итак, Николь добралась, возможно, даже уже к этому выходу, и на том моменте, когда он опускает голову, она приваливается к косяку в ужасе, смотря на существо, и все еще, держась то за лицо, то за рубашку, начинает шептать: оно и правда сработало, оно и правда меня защитило, оно сработало. И вот так она стоит еще некоторое время. Вопрос, есть окошечко в этой двери стеклянное или нету? да, есть, но вы понимаете, что натяжение кабелей, оно ослабевает, их больше никто не дергает внутрь. Ну вот, да, просто может быть он на нас сейчас побежит, поэтому Мгм. мы видим, что он падает или нет. Когда это напряжение кабелей ослабевает, пускай Карсон заглядывает в окошко, и ты видишь тело кабельщика, сидящего на коленях, но он потух полностью. Мгм. Впрочем, вы, конечно, видели и мертвого человека в халате лежащего, тоже, казалось бы, Не, ну неподвижно. я не это, да, Ну. я не сопоставляю, потому что он выглядел все-таки по-другому, и поэтому, типа, он кажется, что затух, я говорю Бреннеру, что да, вот, я так и планировал, если честно, только чуть быстрее. Ну, неплохой план получился. Так, мы с тобой еще поговорим, а я пока... Николь, я открываю двери, знаешь, по дуге обходя этого человека, бросая на него взгляды. Николь, ты жива? Николь, ты стоишь сейчас одной ногой в противоположном выходе из комнаты. И если он даже очень сильно постарается, ему будет сложно тебя догнать, если вот сейчас ты дашь дёру в темноту комплекса. Если хочешь. Мне... Ладно. Связаны руки, но не ноги. Да, она, конечно, безусловно, сейчас Уэбер это проблема, но сейчас она, наоборот, считает, что она под защитой. Он ей тоже не навредит. И сейчас все будет в порядке. То есть она остается, она уверена, все хорошо. Хорошо, он тебя зовет. Я хотела понимаю уточнить- оружие, но и больше для того, чтобы осветить тебя фонариком, нежели угрожать. Николь, ты жива? Николь, идем. Он умер, идем. Я медленно подхожу в сторону Николь и, не опуская оружие, как бы так, тихонечку в сторону его отвел, чтобы прям дуло на нее не смотрело, чтобы сильно не нервировать. Но в любой момент я готов отреагировать. Николь отлипает от стены, идет на свет и на дуло Уэбера. Тогда, да, он умер, он умер. Пожалуйста, пойдемте домой. Просто пора домой. Пожалуйста. Николь, я бы очень хотел, чтобы мы сейчас пошли домой, но я не представляю, куда это. Единственная зацепка — это доктор, которая настояла на том, чтобы ты была с нами. Она знает, где выход. Ну, она местная, поэтому предлагаю следовать за ней. Согласна? Да, конечно, я все сделаю, только бы выйти. Здесь так невыносимо. Но... Да, в этом мы с тобой единодушны. Пойдем, я мотаю. Она как раз таки там.
Я, знаешь, уже близко к тебе подхожу и опускаю автомат и просто беру тебя за руку, не сильно сжимаю, просто чтобы ввести. И я думаю, просто идем к выходу и как раз таки видим Бреннера, а Надежда там, я не знаю, может, к ней нужно Ну вот, перейти. пока Уэбер с Николь общался, я на самом деле как раз хочу посмотреть, собственно, в комнату, видно ли Надежду, женщину в халате. И, ну, и позвать ее, если ее не видно. В общем, я как бы ее найти хочу. Что ты делаешь, Надежда, в это время? Так, ну в первую очередь я проверяю, работает ли терминал, который мне нужен будет для доступа к инструкции. И во вторую очередь я понимаю, что мне нужны какие-либо коды доступа, скорее всего, пароли. И я пытаюсь найти, может быть, здесь есть персональные компьютеры чьи-то, персональные терминалы какие-то. Итак, это для того, чтобы взаимодействовать с этими терминалами, попытаться их как-то обойти, взломать, получить к ним доступ. Надежда, от тебя потребуется навык компьютер use. И в этот Допустим. момент ты слышишь голос Стива. А я понимаю, что ты говоришь? Да, Я не знаю, как тебя зовут, поэтому я как-нибудь там типа: эй, доктор, женщина в белом халате, вы здесь? Там же темно, насколько я понял. да. Мгм. Ты видишь, наверное, такой свет фонарика мечущийся, а потом в какой-то момент я выглядываю там из-за угла или из одного из терминалов, и ты видишь, что у меня помимо фонарика во второй руке еще пистолет появляется. Мгм. Я не наставляю его на тебя, скорее в пол, но ты видишь, что у меня Ну, и я на лице такая такой настороженность. останавливаюсь. Все нормально, все в порядке. Юра сказал, что вы ему как-то помогли, а он рядом тут. Да. Юра сказал, что вы ему помогли, что вы здесь работаете. Юра просто А, машет тебе привет. Юра, ты живой. А где Уэбер? А он там как ее там звали? Кажется, мисс Себастьяна, что-то вроде этого. Да, безумная девчонка. Ну так Можно и зовите их так ее сюда. называть. Ну, я там Зовите их сюда. Если крикнул, кто-то типа, из мы вас здесь. разбирается... Да, если кто-то из вас разбирается в технике, поможете. Ну и на этих словах я такой в технике опускаю руки, и, ну, я иду как бы, знаешь, я типа иду к тебе, но я не на тебя смотрю, да, а уже смотрю там на компьютеры, на технику. В технике, ну, это, конечно, не самые свежие технологии, но в целом-то можно, в принципе, разобраться. Ничего тут особо-то не менялось за все годы. А что, вы что-то пытаетесь найти? Чем я могу помочь? Я немного разбираюсь в этом дерьме. Вот где-то в этот момент, Надежда, ты понимаешь этого человека, но он говорит не по-русски. А, а на каком языке вы говорите? М, На английском, русском, не знаю, на немецком. Вы на каком разговариваете? На русском, но я не понимаю, почему я вас понимаю. Как Ну, это выходит, как это работает? а вы много понимаете, что здесь вообще как работает? Я с улыбкой осматриваю здесь вообще все вокруг. Я думаю, вы здесь тоже повидали много всякого. Да, повидала. Ну вот. Это импульс на вас так повлиял? После него вы стали... Ну, я бы не сказал, что, как вы сказали, импульс. Ну, вообще хорошее слово, да. Но я не скажу, что импульс на меня как-то повлиял. Как бы это далеко не самое странное, что вообще вокруг происходит. В конце концов, вы же наверняка читали Библию, как у вас там в России принято, не знаю. Помните, все люди раньше были одним народом, и все говорили на одном языке, и отлично друг друга понимали. Ничего удивительного в сложившихся обстоятельствах я в этом и не вижу. Ты видишь, Да, как Юра? Надежда Юра, убирает пистолет. я Ага. читал Библию, да. М? Книга И для любых народов. В ней много выдумок. Ты видишь, как что Надежда быстро к тебе подходит и кладет обе руки тебе чуть-чуть ниже сосков. Я хочу понять, у тебя сердце тоже отзеркалено, как у нас, или нет? Ну, я в замешательстве стою. Да, да, да.
отзеркалено, да? Ну, да, я все еще не уверен, что это можно вот так вот опознать, но Но да. оно чуть да. сильнее чувствуется Хорошо. просто. Больше да. стороне... Нет, я чувствую, что у меня слева бьется сердце, я тебе больше скажу. То есть я знаю, Ладно, где лево, где право, хорошо. потому что я чувствую сердце. Вот это, ну, я как определяю, где лево, где право. Это Оригинальный способ. это слишком много информации, во-первых, а во-вторых, да. Каждый раз проверять надо, там, типа, нам налево. Подожди. Нет, я очень четко различаю свои эти, потому что я всегда, мне не нужно задумываться над этим, я просто его всегда чувствую. То есть у меня нет такого, что я не чувствую сердце в какой-то момент. Фу, господи. Ладно. Пускай ты прикладываешь руку к груди Бреннера, и да, его внутренние органы, судя по всему, так же отзеркалены, как и ваши. Вы попали сюда с ними? Я киваю в сторону коридора с Вебером. Да. Да, видимо, одновременно, ну, в смысле, в одном бункере, черт возьми, если здесь не несколько бункеров, застрявших в стенах. А мы Да, пришли так. или нет? Если... Я думаю, что примерно в этот момент вы появляетесь рядом. Так, вы уже познакомились. Я вижу, что они общаются. И один говорит на английском, вторая говорит на русском. И ты понимаешь Надежду. И я понимаю Надежду. Да. Что? Так, Бреннер, правильно? Да, ну, Стив. Так Ты... Да, ты техник в команде... Ага, Ага. в команде как Яна и Джейка, да. Да. А как ты сюда попал? Я не видел тебя в бункере. Ты сказал, что ты в бункере был. Да, это неудивительно. Я в себя пришел, ну, тоже, видимо, после удара по голове, не знаю. В общем, я очнулся, и я вас видел там всех. Просто я ушел раньше. Там я услышал, что за дверью бункера там кто-то есть, и ну, вышел проверить, а потом оно как все закрутилось. Один коридор, второй коридор, и я уже сам не знаю. Пока вот Юру не встретил, вообще здесь не ориентировался. Ага. Поднимает руку в сторону Стива. Так, вы бросили меня, вы прошли мимо, а... На лестнице. Но он, если Уэбер держал ее за руку, Николь так подается в сторону Юры, идет к нему так. Ты хотел вроде бы остаться, да? Ты хотел что-то спасти меня, да? Николь. Давай я проясню для всех окружающих ситуацию, ну, чтобы они понимали. Она убила, помнишь Петрова? Вы его наняли. Антона, конечно, талантливый инженер. Она раскроила топором ему череп, оправдывая это тем, что какой-то... Как ты сказала? Это был не он, это был не Петров. Борис Левицкий что-то сделал со мной. Вы же мне верите? Борис вы Левицкий мне заставил ее убить Антона Петрова. Поэтому не развязывайте ее, не доверяйте ей, но все же она одна из нас. Вебер, ты видишь, что, ну, как бы я слушаю тебя, да, и как бы узнав о том, что Николь кого-то там убила, не кого-то, а Антона, собственно, он помогал мне строить этот агрегат там. Ну, я его знаю дольше, чем там, вас всех. И услышав, что она убила Антона, я, ну, как бы, типа, насторожился, короче, там, может, шаг назад сделал, и ты видишь, что, ну, я кладу, как бы, руку на пистолет, висящий на поясе. Я не достаю его, просто ты видишь, что, как бы, у меня есть оружие. И Отличная реакция. Я рад, что мы еще в своем уме. Но доктору она зачем-то нужна. Кстати, Надежда, я вроде понимал, что вы говорили. Это можете что-то сказать? Вы понимаете меня? Я понимаю его. Так, Тогда вы ты все, видишь, что да, вы я все удивленно в смотрю. вашей группе понимаете друг друга, но при этом вы осознаете, что вы говорите на разных языках. Да, как бы странно это ни было, но я все понимаю. Да, все обороты, все. Это Ощущение довольно странное.
Это пришло с Бреннером и с Юра, русским. меня Юра зовут. И- Юрий. Приятно познакомиться, называйте меня Карсон. Товарищ Карсон, я хочу сказать, что товарищ Левицкий никого бы не стал убивать. Она Да, я поворачиваюсь сумасшедшая. к Юре. Да, это не он никого убивает, а она здесь убийца, если это, конечно, правда. И что, она Антона прям кто насмерть такой убила? Левицкий? Прям насовсем? Товарищ Это Левицкий. политрук наш. Политрук. Ага. От Местный. вас ускользает слово политрук, вот его вы не поняли. Ага. Ну, я понимаю, что это что-то русское. Я говорю, местный, то есть. Да, комиссар Левицкий. Ага. А почему вы думаете, что он не мог никого убить? Ну, просто я здесь встречал довольно-таки много людей, которые, я думаю, до происшествия тоже, вы думали, не могли никого убить. Это так? Ну, вот, например, за Надеждой убили, я не знаю, сколько раз один и тот же человек. Потом вот этот с проводами, я думаю, он тоже здесь работал и тоже до этого никого не убивал. Смотрю на Надежду как-то странно. Мысли много раз. Долгая история. Вы что здесь, все мертвые или что? Нет, Нет, я еще нет. не умирал ни разу. И Николь тоже не умирала пока. Но вы сами меня бросили тогда на смерть. Как вы можете сейчас что-то говорить, какую обвинять смерть? меня? Это место, оно играет с нами, а вы прошли мимо, просто прошли мимо, когда он меня... И она начинает дышать. Опять Ну, тяжело. конечно, прошел мимо, как бы... Вы меня поймите правильно, Николь, я не то чтобы здесь вам всем доверяю, без обид, Карсон. Но Я вам тоже не здесь доверяю. тоже всякого дерьма повидал. Как бы я увидел сейчас из коридора, что вы здесь пытались справиться с каким-то этим местным чудовищем, ну и решил помочь, потому что это кажется правильно, это вроде бы хорошее дело, но если вы тут друг друга все убиваете, то может нам и не по пути до сих пор, а, Николь? Ну вот, она знает, как выйти, как пойти домой. Пожалуйста, выведите нас. Вы же знаете, она смотрит на Надежду. Вы же точно знаете, как куда идти. Пожалуйста, приведите нас. Да, мы пойдем, но мы пойдем не на выход, не сразу на выход. Сначала нам нужно остановить двигатель. Вы же знаете, что это за двигатель? Я смотрю на Стива. Двигатель? Да. Я Насколько знаю, я что понимаю, вы он, построили я его знаю, что он копию. где-то внизу. Верно. Бреннер, позвольте задать вам вопрос. Вы знали о том, что случится, когда мы запускали там Да кто о двигатель? таком вообще мог знать? Мы вообще не думали, что он сработает. По-моему, Петров был уверен, что он сработает. Ну, Петров инженер. Конечно, он старается построить машину по тем чертежам, которые у него есть. Он не допускает ошибок. Просто никто из нас не верил, что эти Он не чертежи был удивлен правда. особо, что вот это случилось. Ничего не могу за ним сказать. Нам эти чертежи прислали. Да вы же знаете всю эту историю. И я просто рассказываю, типа, нам прислали из Dark Web. Ну, короче, ты все это знаешь. Типа, нам Я хочу прислали, понять, мы врет он мне собрать или её нет. решили. Сделай проверку. То есть я вот это все расспрашиваю, вот я особо не настаиваю, но вот типа я хочу сопоставить ответы. Extreme Success. Бреннер говорит правду, Ну, окей, в отличие от Он- Петрова, он он не не юлит знал. и... он не знал, сработает этот двигатель или нет. Он говорит, типа, что действительно... Но я вообще не особо верил, что двигатель этот сработает, потому что, в конце концов, это не первый и не последний, надеюсь, миф, который наша команда развеяла. Вот. Но строили как бы, ну, по-честному. Типа, вот как там нарисовано, так и строили. Мы не старались сделать его неработающим. Не, это я прекрасно понимаю, просто... Даже если бы я... Вы поймите, я даже не представлял, что такое в принципе возможно. Такое произойти. Да никто, походу, не представлял. Ну, разве что кроме тех, кто эти чертежи составил. Да, Надежда? Видимо, здесь что-то же вы строили.
Да, что-то строили. И сейчас нам нужно узнать, как остановить то, что мы строили. Протокол остановки двигателя должен быть где-то здесь, в архиве, в одном из терминалов. Но я боюсь, что моего доступа не хватит. Ну, с доступом я вам не помогу. Я эту железяку могу заставить работать, но если там какие-то пароли или что-то вроде этого, то я типа не хакер. Не знаю, знакомо тебе это слово или нет. Я тоже, наверное, не улавливаю. Я думал, ты разбираешься в технике. Это же доисторическая фигня. Там Ну, конечно, доисторическая. Помните, вы, короче, путаю все время. Во Вторую мировую была такая машина Энигма у немцев. Тоже древние технологии, еще, походу, старше, чем вот сейчас, и до сих пор никто не может нормально пароли эти подбирать, или вообще не может. Короче, я не Энигму криптограф. взломали, но это не важно. Я понял смысл. Уже взломали? Не, ее взломали еще во время Второй мировой войны. Ну, не суть. В общем, рядовой айтишник из бригады вермахта не мог подбирать пароли для Энигмы. Он мог ее включить, черт возьми. Я могу это Может быть, в включить. свободном доступе это есть, поэтому я думаю, Надежда вас направит, а вы попытаетесь что-то найти. Да, Надежда, в принципе, не знает, как работать с этими особо. За нее это, то есть типа, ты заходила сюда, здесь это место было под управлением определенной группы отдельного отдела. Ты просила какой-то запрос на информацию, они как элитные библиотекари тебе все это находили и предоставляли. Будем считать так. Ну, я тем временем, наверное, просто пытаюсь разобраться, как это работает, и включаю какой-нибудь там терминал или какой-то компьютер. Ну, типа, знаешь, чтобы это... я не знаю, как в то время выглядели панели доступа, ну, типа, чтобы это можно было там вбить какой-то текст или появился запрос на перфокарту, я не знаю. Короче, ты, Надежда, просто видишь, может быть, немного знакомую картину, что, типа, машину включили. Что делать? Ты понимаешь, кстати, Стив, что, судя по всему, эта технология, эта машина, она является, ну, вероятнее всего, клоном IBM 360. Ну, я так и предполагал, да. И так как ты сейчас внезапно понимаешь русский язык, Мгм. то меню перед тобой тебе тоже вполне себе для тебя не представляет сложности прочитать. И ты можешь попытаться, если хочешь, взаимодействовать как-то с этой техникой и попытаться здесь вводить запросы и вот это вот все. Ну, я просто хочу, пока Надежда ничего не сказала конкретного, что ей надо, я хочу просто найти, ну, как, знаешь, либо путь, либо, ну, карта вряд ли, да, короче, где генератор, где он расположен, как до него добраться. Хорошо, кидай на компьютер use. Мгм. У меня заявка, смотри, короче, это довольно-таки старые времена, и про безопасность еще особо никто не знает. Может быть, рядом... Здесь же вот эти люди работали. Возможно, где-то можно найти какую-нибудь записную книжку или листочек, где записаны пароли. Я Хорошо. хочу вот обыскать. По-моему, Надежда делала то же самое, поэтому сделайте кто-то один из вас проверку на спот hidden, может, с бонусным кубиком. Ну, заявка была, но я не кидала. Да, ну я тогда тебе помогаю, да, у меня тоже приходит это в голову мысль, я ищу там, смотрю. Окей, давай тогда я. Давай. С бонусным, да, Денис? Да. 52 обычный успех. Я думаю, что в таком случае ты действительно находишь оставленную кем-то записку с цифрами и буквами пароля одного из администраторов этого отдела, И который... надпись «Запомни это и выкини бумажку». И уничтожь, иначе комиссар Левицкий с тебя шкуру спустит. Итак, Стив, ты начинаешь искать, ты проходишься по меню, ты понимаешь, в принципе, как устроен здесь каталог, ты понимаешь, что нужно вводить запросы, ты понимаешь, что они сортировали по дате поступления информации, и здесь масса информации содержится. То есть Мгм. не только научной,
просто информации насчет устройства мира, культуры, политики, экономики, истории, всего. И, возможно, даже где-то находишь... Короче, ты понимаешь, что Ковчег. это ковчег информационный, да. На случай Мгм. какой-то катастрофы, если вся эта информация будет утеряна. Тебя привлекает то, что один файл обозначен не 70-м годом, а 2000-ми. Мгм. Ты щелкаешь, чтобы зайти в него, и это оказывается отсканированная, сфотографированная, скорее всего, просто картинка, скриншот веб-сайта. Разрушительный взрыв в Техасе. Власти сообщают о сильном взрыве на территории, принадлежащей известному YouTube-каналу «Убойное убежище». По информации от источника, они проводили тестирование какого-то экспериментального оборудования, когда взрыв мощностью в 1,8 килотонны был засечен системами воздушно-космической обороны Северной Америки на западе Техаса. Опасаясь ядерной катастрофы, президента спешно доставили в безопасное местоположение, пока инцидент не будет изучен. Эксперты на данный момент согласны с тем, что это не радиационная авария из-за признаков ионизирующего излучения, но войска США остаются в высокой степени готовности. Новые сведения предполагают, что все присутствующие в тот момент в радиусе взрыва мертвы и гниют в аду. Мгм. Ну, видимо, бахнули мы как следует. Можно считать это самым большим взрывом в истории канала. Хорошо. Что вы делаете? Надежда, ты видишь, как у него получилось войти в систему. Николь, Мгм. какая твоя заявка? Я думаю, что раз Карсон пошел помогать Надежде Да, искать всяческие там блокноты и записки, и эти люди, они что-то знают, они могут, наверное, найти все эти технические моменты, но Николь же тоже кое-что знает, она может, она же слышала в стене звук, и она это точно слышала, что что-то шло ей навстречу, когда они поднялись на этот проклятый этаж. И поэтому она может слышать, она может слушать и или предупредить, или остановить угрозу, ведь сейчас она может это сделать. Сейчас ее защита как никогда сильна. Поэтому Николь пойдет к стене, прислушиваться, будет ли опять там звук, стук или другое шевеление. Хорошо. Пускай это будет проверка на Power. Так близко был hard success. Мое любимое 80. Ты абсолютно точно слышишь гудение. Комплекс словно жив. Стены постанывают, внутри них слышится, как трещат и гудят кабели электричества. Но комплекс с тобой ни о чем не хочет говорить, судя по всему. Не сейчас. Может быть, позже. Николь, кинь 2d6. Раз. Николь, когда ты прислушиваешься, тебе внезапно кажется, что что-то прямо рядом за стеной что-то трется, а стену какое-то шебуршание. Ты отстраняешься, возможно, кто-то пытается к тебе пробиться с той стороны. Ты отстраняешься, смотришь на стену, там ничего нет, а шебуршание, оно все еще справа от тебя, в ухе, которое ты прикладывала к стене. Ты притрагиваешься. Да, это все еще связано. Ты притрагиваешься плечом, хорошо, потом смотришь на плечо, и ты видишь, как из твоего уха выползают белые вьющиеся черви, которые падают на плечо и сползают с него. Сними с себя 7 телосложения. Уменьши телосложение на 7. На постоянной основе. Прекрасно.
Она, наверное, просто куда-нибудь, ну, от испуга врежется в какую-нибудь мебель, которая рядом с ней, причитая, может быть, там в кого-то ближайшего человека. Возможно, ты натыкаешься на Юру, он такой типа, да успокойся, ты успокойся, а потом он видит червей, которые ползут по твоему плечу, и он просто отталкивает тебя от себя с лицом, которое перекошено от омерзения, он отталкивает тебя в стену, так что ты в нее прикладываешься спиной. Больно, но не так, чтобы какой-то урон получить, и он кричит: товарищ Бреннер, они зараженные! Вот она зараженная! Зараженные? Чем я делаю шаг назад от всех? Что с ними это не так? И в этот момент Надежда, кинь 2d6. Он блефует. Это был экстрим success, не верь ему. 11. И когда ты поднимаешься, Надежда рядом с тобой, твой живот, Надежда, скручивает судорогой. Ты сгибаешься, что-то рвется у тебя изо рта, ты не в силах это сдержать, ты открываешь рот, и пучок переплетенных червей падает на клавиатуру терминала, за которым ты только что работал, Бреннер. Надежда, снизь свое телосложение на 11. Я вскидываю автомат и делаю шаг назад тоже. Ну, то есть Стив делает шаг в одну сторону, я делаю в другую, и я держу на мушке Надежду. Какого хера? Все нормально. Не, это не выглядит как нормально. Все нормально. Я чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов нет. У нас есть время найти протокол и спуститься этажами ниже в биологическую лабораторию, и там мы сможем найти что-то, что... Прошу прощения. Что-то, что нам поможет. Я опускаю оружие и... Она! Я показываю на Николь. Зачем она нужна? Для этого ты хочешь испытать на ней? Так больше шансов. Я не биолог. Я не биолог, не химик. У меня только базовые знания по этим областям, поэтому я не могу гарантировать, что получится сделать антидот сразу, а то, что сможет сработать на червях вне моего организма, может совершенно иначе вести себя в человеческом организме, поэтому Петров мертв. нужен кто-то еще. Я обращаюсь к Бреннеру. Петров мертв, и она единственная, кто что-то понимает в физике. Ну да. Я видел, как их заразили, но, как она правильно говорит, что у них есть этаж какой-то, возможно, она сможет себя вылечить. Ну, попытаться можно. Но из одной тарелки я с вами есть не буду. Не предлагаю. Я рад, что у вас сохраняется чувство юмора в такой обстановке. Это признак сильной личности. Итак, что вы делаете? Какую информацию ты хочешь найти? Надежда, да, ну я хочу найти, как добраться там до этого генератора, но это простая заявка. А вот Надежда говорила как раз по поводу, что там, типа протокола Двигатель. отключения. Двигатель инверсии, ищите все, что с ним связано. И протокол отключения, возможно, деактивация. Ну вот я ищу, короче, протокол отключения. Не все подряд, что с ним связано. Во-первых, потому что я ожидаю, что здесь очень много всего, судя по тому, что здесь, ну, типа, ковчег информации. Конкретно, типа, где он расположен, чтобы я просто знал, как до него добраться, и как его отключить. Типа, вот эта инструкция по деактивации, что-нибудь подобное. Проверка на компьютер юз. Угу. Это Экстрим. экстремальный успех. Ты видишь, что доктор Попов последним заходил в папку с инструкциями и вносил туда изменения, и он в подробностях всех расписал способ изменения
способ включения и протокол выключения инверсионного двигателя. У тебя есть полная, четкая инструкция. Она у тебя перед глазами. Но так как у тебя экстремальный успех, скажу, что у тебя есть возможность изменить ее или удалить, сделать с этой информацией все, что ты хочешь. Этим мы тоже воспользуемся, но не сейчас. Хорошо. Ты показываешь им? Я пролистываю эту штуку. Мгм. Ну, я могу считать, что как бы теперь я знаю, как его отключить. Да, да. Там есть Мгм. коды доступа, которые нужно ввести, Отлично. прежде чем Мне повернуть достаточно. Не ключи. продолжай. Хорошо. Вот. И, собственно, да, я пролистываю вот эту вот стену этого текста и говорю, что да, здесь там есть коды доступа, нужно будет ввести там их в терминал, повернуть ручку, и да, и все будет Это остановлено. можно распечатать? Это можно распечатать. Здесь есть несколько Ну, матричных принтеров. Можно переписать или, я не знаю. Ну, Ну, если есть эти- принтеры, то... Они здесь есть, они прям стоят здесь. Давай Единственное, что распечатай каждому по копии. кроме того, что у тебя есть инструкция, у тебя Extreme Success, давай так, Мгм. Попов, точнее, на самом деле, это доктор Попов, который тот самый, которого вы нашли в изоляторе. Он также упоминает в своих записях об артефактах, о неких артефактах, найденных в Антарктике. Они как-то связаны с двигателем. Он говорит, что они находятся в архиве на уровне 2. И он говорит о том, что лаборатория химии и биологии продолжает вести испытания антидота. Ну, вот про антидот я тоже всем говорю. Да, лаборатория, там может быть антидот. Что тут, значит, все просят распечатать инструкцию? Я думаю, ты А. можешь распечатать себе настоящую, а нам, если захочешь, ты можешь изменить и дать, если ты, ну, я имею в Я виду. не хочу себе печатать настоящую, как бы, да, это... в общем, раз у меня экстрим успех, то... Давай да, так, ты я можешь просто распечатать инструкцию и дать. А какая она, мы уже определим потом. Хорошо. Я печатаю инструкцию и даю всем. Пока ты это делаешь, я вам говорю, мы не знаем, в каком составе мы дойдем до двигателя и кому из нас придется его отключать, поэтому на всякий случай инструкция должна быть у каждого, и если со мной что-то случится, ты видишь, как я выуживаю из-за ворота ключ на желтом таком техническом шнурке. Это такой плоский ключ, как, знаешь, и для того, чтобы заводить механизмы. Это один из 2 ключей, которые нужны для активации и деактивации механизмов. Второй нам понадобится найти. Я подозреваю, что он у доктора Дубровского в кабинете. В лучшем случае. Если нет, то без понятия. Тогда нам придется очень туго. Надежда, Так вот, если со мной... Да. учитывая ваше состояние, вы не против, если этот ключ будет у меня? Пока я в состоянии, этот ключ будет у меня. Если со мной что-то случится, его возьмет Карсон. Просто если вы превратитесь в то, с чем мы столкнулись, это будет немного проблематично, но и я устал спорить, поэтому вам лучше знать. Судя по тому, с чем мы столкнулись, сначала меня покинет мое сознание. Когда я перестану внятно изъяснять свои мысли и буду вести себя странно или неадекватно, то у вас будут все основания сделать это. Ну что ж, теперь мы знаем дорогу. Сначала в лабораторию. Да. Я так понимаю, это по пути. Лаборатория химика и биологии находится прямо под вами на 3-м уровне. Мгм. Я думаю, что ты получил А доступ тоже генератор еще ниже, соответственно. на 5-м. Ну, короче, нам по пути. Генератор — это двигатель инверсионный или Инверсионный что? Ну да, двигатель да, находится на двигатель. уровне... А кабинет Тест- человека с ключом На где 4-м. нах- Давайте еще раз. Прямо под вами на 3-м уровне находится этаж изучения экспериментов в области химии и биологии. Этажом ниже, на 4-м, находится департамент изучения, собственно, физики
там, где работала сама Новикова. На 5-м этаже находится, ну, на -5 этаже, получается, так? Да. Находится Research and Development. Короче, продвинутые различные экспериментальные разработки. Прямо под ним находится инверсионный двигатель. И в самом нижнем этаже комплекса ядерный реактор, который все это дело питает. И так, куда вы двигаетесь? Вниз? К лифту. К лестнице, я думаю, да. К лестнице. Хорошо. Мгм. Но перед тем, как мы окончательно отсюда уходим, ну, все куда-то двигаются, я выключаю там эти машины, и на вот этом файле с инструкцией по деактивации инверсионного двигателя я набираю команду «удалить». Хорошо. Как только ты щелкаешь Enter, по всему комплексу проходит дрожь, как от землетрясения. Вы чувствуете, как из-под ваших ног снизу распространяется вибрация, которая уже, к сожалению, стала для вас привычной, но к ее эффекту невозможно привыкнуть. Он вызывает в вас, от него вас начинает мутить. Вы видите, как цвета изменяются вокруг вас. И фиолетовый свет заполняет все пространство, когда сквозь вас проходит импульс. Каждый сделайте проверку на лак. Скажите, кто провалил. У меня Extreme Success. Прекрасно. У меня 98. Я провалила. У меня провал. Я понял. Понял. Хорошо. Это экстрим успех. Отлично. Так, Юра, у него все хорошо. Юра, держись. Карсон и Николь, киньте каждый по 1d6. 4. Не опять Оксана 4. Вы видите, как вся конструкция, коридор вокруг вас, стены, по ним словно волны проходятся. И вы чувствуете, как эти волны проникают и в ваше тело, заставляя, словно вы знаете в каком-то мультфильме, где вы оказались под водой, и вас начинает само пространство перемещать. Если все остальные, через них эта волна проходит быстро, и как пришла, так и схлынула, также вы видите, что Николь и Карсон, который ведет ее, видимо, сзади, иногда тыкая... Не, я не тыкаю. Вероятнее его всего, просто не рядом. тыкая, Да. но ты рядом ее ведешь. Эта волна... Вам не повезло оказаться на ее пути, где эти две волны схлопнулись, и ваши тела начинают изгибать под... Так как человеческое тело гнуться не должно, вы видите, что Николь, ноги ее начинают идти волнами, а потом слышен даже, так как вы рядом, даже за звуком импульса вы слышите хруст костей, когда ее кость прямо под коленкой ломается, она падает на землю. Карсон, Мизинчик на ноге. у тебя сильнее, насколько я помню, На да? 3. Я 5. У тебя 5, у нее 4. Волна проходит через твое тело, через автомат, который ты сжимаешь. И каждый твой палец в обеих руках гнется и с хрустом ломается. Твои руки обезображены и развернуты в разные стороны на каждой руке. Они раздроблены. Матерюсь. Ты кричишь, скорее всего, от Чем боли. я Матом. Не, я уверена, кричу да. матом. Да. Автомат выпадает у тебя из рук. Ну, он висит на лямке, Он напомню. висит на лямке. Хорошо, тогда он просто... Ты отпускаешь его, ты поднимаешь руки и видишь свои обезображенные кисти. Пальцы у тебя... Кости в твоих пальцах, они раздроблены и раскрошены. Они... Твои руки не Я понял, дееспособны. Денис. А теперь каждый на сайните киньте еще по завершению. Скажите, у кого будет провал. У меня провал. Угу. К Николе Карсон, ты теряешь Сейнице. 10 сайните. У меня провал. Николь, ты теряешь 1 сайните. Ага, понятно.
Так, что у тебя, Надежда? У меня экстремальный успех. А экстремальный ты теряешь 1 ценить. Да, и кидай, Карсон, на интеллект. Я уже 1 раз свой интеллект провалил, поэтому вряд ли. Да. Я отлично понимаю, что происходит. Ты отлично понимаешь, что происходит. И на этом мы закончим сегодняшнюю сессию и начнем с того... А Бреннер не кидает на рассудок, это правильно понимаю, да? Я просто заметил, просто обращу внимание Бреннер остальных, с удивлением смотрит на вашу что он ломающуюся не кость. кидает на рассудок. Все. Но, увидев эти деформации, продолжайте вперед. И на этом мы закончим сегодняшнюю игру. Продолжим в следующий раз с последствий, которые вызовет вспышка безумия Карсона Вебера. Я хотел сказать, знаете, кто не кидает на Сейните? Люди, у Мы с тобой которых кидаем. нету Сейнити. Я был таким человеком, там вообще легко, там на Сейнити кидать не нужно. Когда у тебя 0 Сейнити. Что Итак. у тебя будет вспышка безумия, и у меня тоже, у меня всегда вспышка, или что-то Да. будет странно, но у меня есть вариант. Да, вас накроет сразу 2 вспышками безумия, а мы помним, что в этом комплексе каждая вспышка безумия может стать внезапно очень реальной и унести вас куда-нибудь прочь. Ну что ж, поглядим, чего случится у нас в начале следующей сессии. А я думаю, что до Надежды, по крайней мере, доходит, что импульсы становятся чаще. А Я это делаю значит, что пометочку таким химическим карандашом на рукаве халата. в общем-то, до инверсии осталось совсем немного времени. Успеете ли вы сделать все, что запланировали, прежде чем вас накроет один финальный импульс? Большой-большой вопрос, на который вы узнаете ответ, хотите вы этого или нет. Итак, какой-нибудь фидбэк хотите дать в конце этой части? А почему почему я вам выбор предоставляю? Давайте, Яна, скажи, что ты думаешь, что тебе запомнилось, не знаю. Я просто позлорадствую, что человек, который хотел забрать у меня ключ, теперь никогда им не воспользуется. Неплохо. Илья, насчет чего ты хочешь позлорадствовать? Ты, как тебе... Я не хочу злорадствовать. Как тебе новый персонаж? Мне нравится новый персонаж, Стив клевый. Жалко Антона, конечно, но, наверное, так должно было произойти в этом месте. Посмотрим, к чему это приведет Николь. Как раз о Николь. Что скажешь, Николь? Николь хочет сказать, что она услышала, что вы не хотите ее спасать, и что там вы вообще собираетесь делать. Не, безусловно, она промолчала, но услышала. Но, возможно, если Ты бы первая сейчас... получишь лекарство. Возможно, если бы сейчас рядом была дверь открыта, она бы, может, тогда и побежала. Теперь-то вот вы какие, оказывается. Она там вам добра желала. Но, тем не менее, Николь жива, удивительно, все еще. И даже все еще как-то относительно дееспособна. Несмотря на кучу падений со связанными руками, я думаю, ее там хорошо потрепало. И теперь тоже. Но идем к финалу. Угу. Спасибо, Саша. Но меня радует лишь одно. Ты хотел убить Николь. Мы знаем. Во-первых, я ее спас. Начнем с этого. От себя, который мог ее убить сразу же. Вот. Поэтому она должна быть благодарна мне. А во-вторых, мне лишь греет сердце то, что, учитывая, что у меня сломаны пальцы, умру не только я, но и все остальные, которые идут со мной. Поэтому нормально. Я чувствую, что в вашей партии только Бреннер какой-то дружелюбный, вы все остальные какие-то негативные. Да, Напряжённые. У нас мало того, что и так все по жопе идет, ты нам предателя еще в партию засунул и это ожидаешь... еще большой вопрос. Кто здесь Я предатель? тут никого не убивал.
к стулу там не привязывал с этим магнитофоном и автоматом ни в кого не тыкаю. Не разбиваю никому голову топором Не дай и не бог веду мне никого на пальцы. химические опыты. Не Это- дай бог это мне по- пальцы починиться. Дай мне только вот... Да ты не переживай за это. Не починится. Ладно. Спасибо всем за игру. Надеюсь, что... Так, а чё надеюсь? Как я и сказал, импульс... Часики-то тикают. Часики-то тикают. У вас очень все меньше и меньше остается времени и выбора. А я буду считать. Я буду считать, сколько нам импульсов осталось. Хорошо, запомни эту заявку. В начале следующей сессии, помимо их вспышек безумия, мы сделаем проверку на физику. Ты все-таки физик. И, может быть, в этом случае ты поймешь, когда наступит полная инверсия. Сможешь вычислить. Всем спасибо за игру. Спасибо зрителям, которые были с нами сегодня. Поставьте лайк на YouTube, посмотрев это в записи, проверьте, что подписаны на канал, ну и ждем ваших комментариев. Как вы думаете, товарищ Бреннер предатель или, как обычно, это необоснованные, ничем не подтвержденные, параноидальные, лживые увещевания от Саши, который вечно во всем видит? Напомню, что сегодня он уже несколько раз ошибался, когда он говорил, что я блефую. Так что... Я поддерживал дух в команде. Мне нужно, чтобы они верили, что они могут выжить. Чтобы выжить самому. Ну что ж, на этой дружелюбной и объединяющей ноте командная игра прежде всего. Мы вот за то, чтобы обучать людей, учить их добру, справедливости, всему прочему. Мы с вами и попрощаемся. Оставайтесь с нами, впереди самое интересное, увидимся. Всем пока. Прежде чем мы начнем, мы закончили на том, что и Николь, и Карсон, вы оба провалили проверки на Sanity, но при этом вы все прокинули, ну, в случае Николи у нее уже теперь постоянное безумие. Карсон, ты прокидываешь на интеллект, потому что ты очень умный человек. Видишь, ты, кроме рук, у тебя есть еще и голова, ты все еще в деле. И это провоцирует вспышки безумия. Вспышки безумия в этой игре особенные, интересные, порой выбивающие персонажа на одну сессию из игры в целом, на примере Николь, и они случайные. Поэтому я попрошу каждого из вас, давайте, Николь и Карсон, сделайте бросок 1 до 12. Мы посмотрим, что же за вспышка накрывает вас. Одна из самых интересных частей этой игры. Что же за вспышки безумия? Так, 7. И это забавно, ведь ты это уже выкидывал. И 6. И 6. Карсон. Знаешь что, это неинтересно, Карсон. Ты это уже выкидывал, кинь еще раз. Может быть, что-то хуже выпадет. 11. Вот. Это... хуже. И ты не поверишь, но... это прямо ровно то, что ты делал до начала нашей игры, то есть нытье. Итак, великолепно. Николь. Естественно, когда стихает гул пульса, и ты ощущаешь вот эту адскую боль, пульсирующую под своим коленом, опускаешь глаза вниз, чтобы увидеть открытый перелом, торчащий окровавленный обломок кости, разорвавший твою плоть и сейчас выглядывающий наружу. Конечно, это абсолютно пугающее и приводящее в шок действие. И внезапно тебе кажется, Николь, что может быть тебе все это снится. Потому что ты ощущаешь, что все твои движения, не просто рук и искалеченных ног, даже движения глазных яблок становятся словно замедленными. Причем мир вокруг тебя
Он не замедляется, но ты словно движешься через патоку, затрудняющую твои движения, словно под водой. Ты пытаешься приложить больше сил, но твои руки словно встречают сопротивление, мягкое, но давящее. И все остальные вокруг, вы видите, что Николь, она выглядит словно одурманенной. Она, как это она чувствует, так вы это видите тоже. Она двигается медленно, вяло. Когда она открывает рот, даже кажется, что крик, который рвется из ее груди, он слишком протяжный и словно тоже исходит из-под толщи воды. Николь, какое-то время ты будешь медленно, вяло двигаться, ощущая, что как бы каждая твоя конечность, каждое твое движение встречает сопротивление. Я думаю, она пока пытается там к ноге очень медленно руки протянуть, чтобы ее там потрогать. Карсон, ты видишь свои пальцы, свои искалеченные пальцы, и тебя наполняет чернушная, черная безнадежность. Словно тебе на плечи навалили сразу гору целую. Ты чувствуешь, что ты бесполезен. Ты чувствуешь, что тебе никогда больше не выбраться отсюда. Ты чувствуешь... А зачем это было нужно? Без шуток, безнадежность — это буквально то, что ты выкинул. Хорошо, мне даже что, Да, так вот отлично. Хуже не стало, в принципе. Отлично совпало. Ты чувствуешь, что, господи, скорее бы оно все закончилось. Возможно, ты начинаешь думать, а так ли не повезло Антону Петрову? У меня текут слезы из глаз из-за боли, которая распространяется от моих пальцев. Я похныкиваю немного, вы слышите, как какие-то всхлипы вырываются из Антона, потому что пиздец как больно. Но какая к черту разница, толку ныть или что-то. Побыстрее бы все это закончилось. Я лишь хочу облегчить свои страдания и не таскать этот тяжелый автомат. Я лямку снимаю, кидаю его на пол, и просто пока Николь что-то там кричит, медленно двигается, ребята смотрят что-то, я просто отхожу тихонько в угол и стою там, смотря на свои руки и просто ожидая, что же дальше. Чтобы вы понимали, Карсон Уэбер выглядит как человек с картинки, можно сказать. Он эдакий миллионер, живущий достаточно богатую жизнь, не стесняющийся своего богатства, такой альфа-самец. И сейчас, когда он подавлен, плачет, вы ощущаете, глядя на него, может быть, что-то между стыдом одновременно и жалостью к нему. Итак, очередной импульс повлиял на вас, повлиял на комплекс. Надежда, ты знаешь, что эти импульсы, они не будут бесконечны. Это кумулятивный эффект. И грядущая за ними инверсия, тебе даже страшно представить, что она с вами сделает. Вы рассчитывали это только в теории. Что вы хотите сделать? Вы, напомню, получили инструкции по отключению инверсионного двигателя. Стив вам их распечатал, каждому свой экземпляр. У вас есть один ключ, который висит у Надежды на шее. Вам остается найти только еще один ключ доктора Дубровского, находящийся на 4 уровне этого комплекса, и добраться до самого инверсионного двигателя, чтобы его безопасно отключить. Что вы делаете? Надежда тут же кидается к Николь. Как только ситуация более-менее стабилизируется после импульса, я пытаюсь ее подхватить, немножко взвалить на плечо, зажимая рукой ее рану чуть выше, чем там, где выходит наружу кость, чтобы кровь текла медленнее.
и кричу Стиву, что... С этим что? Помоги ему. Импульсы становятся все сильнее и все чаще. Я могу примерно рассчитать, сколько мы еще сможем пережить до тех пор, пока они не станут настолько сильными, что мы не выдержим. Что ж, я подбегаю к Карсон, начинаю его поднимать, если он там где-то присел, и я оглядываюсь в поисках Юры. Где Юра? Юра неподалеку от вас. С Юрой все хорошо. Но Отлично, тогда я его подсылаю, чтобы он мне помогал, и мы вдвоем будем транспортировать Карсона, пока он не придет в себя. да, мистер Стив, мне помочь ему? Да, конечно, давай, подхватывай его, видишь, он не в себе. Товарищ, вы мне руку на плечо положите, обхватите меня, я вам помогу. Зачем? Я могу идти. Он может идти. Отлично, тогда вперед, Надежда. Карсон, кажется, в порядке. Вы что-то там говорили про медблок. Похоже, самое время для этого. Очень Да-да-да. медленно тянет руки, связанные у нее в сторону Надежды, в сторону Бреннера, и приговаривая: «Пожалуйста». И медленно, и сам рот у нее тяжело открывается. Я посматриваю на Надежду. Надежда там рядом с Николь, да? Да, я М, пытаюсь как раз поднять и как-то перевязать ей Да, ногу, ты когда она видишь её какой-то немой вопрос в моем взгляде. Перевожу взгляд с тебя на Николь. Я не знаю, стоит ли ее развязывать. Вы в конце концов дольше вместе ходили? Что она там натворила? Она зарубила пожарным топором одного из наших спутников. Я слышал, Точнее, да, но своих. как она в таком виде, она дойдет до места? Дойдет, сомневаюсь, ее нести нужно. Видишь, что с ногой? Черт. Тогда оставляем Карсона, он вроде сам двигается, и мы с Юрой тогда будем Николь тащить. Кажется, вдвоем это должно быть не очень сложно. Да, Юра подхватывает Николь настолько аккуратно, насколько может. Я напомню вам только, что вы можете попробовать оказать им хотя бы какую-то базовую медицинскую помощь, если хотите. Да, я думаю, я как раз попробую. Но я это напомню, еще? что все это будет занимать время. Время, которого у вас так мало. Часики, как говорится, тикают. Просто ногу ей перевязать хотя бы, чтобы она кровью не стекла. Это вроде быстро. Да, быстро. Быстро ли? Ну, я не знаю. Если ты хочешь, я вам сразу скажу откровенно. У вас у каждого есть ощущение сейчас после этого очередного импульса, что они становятся чаще и страшнее. Мгм. Время на исходе. Теперь это гонка на перегонки с этим временем. Итак, скажите, что вы собираетесь делать? Плюс к этому. Успеете ли вы забежать на этаж изучения химии и биологии благодаря своему экстремальному успеху в записях на терминале? Стив успел обнаружить упоминание того, что кто-то на этом этаже работал над вакциной, сывороткой или, может быть, антидотом даже к паразитам, тем, которыми заразилась и Николь, которой, кажется, в этой истории достались все шишки, и Надежда, которой, в принципе, тоже немало досталось. Итак, Ладно. Дотянем. вы не Сначала оказываете ключ. помощь. Окей. Мгм. Куда вы направляетесь тогда? Я знаю кратчайший путь на 4-й уровень. Возможно, это как раз лестница, лифты же не работают. Да, это в любом случае абсолютно точно лестница. По-другому туда никак не Да. спуститься. Тогда плюс-минус понимая местную планировку, я двигаюсь к лестнице, иду первой. Хорошо, вы направляетесь сразу на 4-й уровень в... И подхватываю оброненный Карсоном автомат на плечо. Разумно. Я хочу смотреть по сторонам, опершись, даже вцепившись, наверное, в Юру. Он, скорее всего,
просто идет, а на нем чуть ли не мешком висит Николь, которая очень бы медленно сама перебирала ногами, но тем не менее, если она увидит что-то, на что тоже можно опереться, хоть что-то, что использовать как костыль, потому что очень сильная боль и неудобно на мягкое тело, так она не доберется никогда до дома. И нужно что-то, на что можно... Ну, палка, кусок трубы, что угодно, пока мы передвигаемся. Я напомню, что, не знаю, наверное, стул на колесиках не подойдет все-таки, да? На котором ты сидела, когда к тебе нагрянул Это еще и техник. на другом этаже было, скорее всего, уже. Нет, это было здесь же, в Мы Дата. недалеко Да ушли. мы дотащим ее быстрее. Хорошо. Мы говорим об этом, По наверное, лестнице мы ее Николь. не будем спускать на стуле. Да. Спустимся на 4-й ярус, там окажем медицинскую помощь какую-то быструю. Я же правильно понимаю, что там какие-то медицинские кабинеты или вроде того. Еще раз. Есть 3-й уровень изучения химии и биологии. Есть 4-й уровень. Все они минус 4-й. Ну и минус 3-й, минус 4-й. 4-й Значит, уровень... на 3-й. Хорошо. Вы хотите потратить на это время. Договорились. Ну, а они же заражены чем-то, непонятно чем. Надо их там как-то отглистогонить. Да, мы червей снова здесь. Итак, Надежда ведет вас обратно на лестницу, которая соединяет уровни. Уже по традиции во второй раз. Кто из вас кинет D12, спускаясь по лестнице? Кто ведет вас вперед? В прошлый раз, напомню, кидал Карсон, и это закончилось заражением глистами половины команды. Давайте Стивен кинет. Давайте. В открытую, да? Да. 5. Ничего себе. Это же что-то хорошее. Когда вы выходите на лестницу, она окажется хорошо освещенной и вполне стабильной. Вы спускаетесь по ступенькам, которые не нападают на вас, не открываются, двери в ад не разверзаются, вы не видите никаких мертвецов, чудовищ или безумцев. Пройдя всего 2 пролета, как это и должно было бы быть в нормальном мире, вы оказываетесь перед дверьми, над которыми написано «Химика, биологический, исследовательский уровень». Какой-то подвох. Да нет, не может быть, все нормально. Мы же сюда собирались, и я открываю дверь. Ты распахиваешь дверь, и первое, что вы... Как вы встречаетесь с этим уровнем, это не зрительно, а обонятельно. Из-за распахнутой двери в вас ударяет волна резкого запаха каких-то химикатов, формальдегида, кислоты, может быть, какой-то. Но к нему, ко всему примешан давящий, мускусный, сильно сконцентрированный запах жизни, жизнедеятельности. Что-то в нем есть просто животное в этом запахе. Вы видите длинный, погруженный в полумрак коридор с мигающими под потолком лампочками, которые то и дело его освещают. Даже отсюда уже видно, что стены на этом уровне поросли фиолетовым, слегка светящимся в темноте грибком или мхом. Что вы делаете? Надежда, это так и должно быть? Я не бывала на этом уровне, но нет, этого точно не должно было быть. Это принесла с собой инверсия и импульсы. Надежда, ты... Да, может быть, ты особо никогда не была на этом уровне, но я предположу, что ты, по крайней мере, слышала, что здесь есть, помимо просто лабораторий, в которых изучаются, ставятся различные эксперименты, здесь есть большое хранилище особо опасных веществ. Там содержатся различные штаммы вирусов,
бактерий, очень высокая степень безопасности. Но теперь, когда все в бункере вокруг разрушается, ты не уверена, насколько эта структура может выдержать. Кстати, на этом же уровне находится большое помещение, в котором фильтруется вода для всего комплекса. Что ж, Юру мы туда точно не пускаем. Разумно. Детали, товарищ Бреннер, детали. В какой лаборатории проходило исследование, о котором вы нашли информацию? Кто его вел? Я помню что-то об этом. Я думаю, что на экстремальный успех я скажу тебе, да, что это лаборатория 25. Мгм. Ее возглавлял доктор Каминский. Эта лаборатория, в принципе, находится в отделе изучения зоологии. Мгм. Ну, я все это Надежде говорю, как бы мне это вообще ни о чем не говорит, просто что я запомнил. Отлично. Тогда мы направимся прямо туда. У нас нет времени и нет права на ошибку. Отправляемся туда. Хорошо? Ничего не трогайте. Чем глубже в коридоры этого уровня вы заходите, тем обильнее становится поросль мха. Теперь вы понимаете, что это именно мох. Вокруг него вьются маленькие крошечные мошки, но каждая из этих мошек, она тоже то и дело испускает маленький импульс светящийся, голубоватый. И если бы это не казалось вам иноземным и опасным, может быть, вы даже смогли оценить бы чуть-чуть красоту всего этого. По указателям вы направляетесь к отделу изучения зоологии, оказываетесь перед большими дверьми, над которыми можно прочитать название этого отдела. Сделайте каждый из вас проверку на Listen. Интересно, как Николь слышится в своей патоке? Тоже медленно? Extreme success. Нет, звуки для тебя и время субъективно не замедлились. Только ты. Так, я вижу, что у всех, кроме Николь, успехи, да? Extreme Экстремальный. успех. Да, Extreme экстрим успех. успех. Она занята чем-то, наверное, тем, что у нее течет кровь и торчит кость из ноги. Важное занятие. Нужно понять. Я думаю, что И к этому светлячками. моменту... Летающими светлячками. Да, да. Ты знаешь, Николь, когда, даже раз ты занята светлячками, когда ты подходишь к стене, как раз отвлекшись от всей вашей миссии, ты видишь, как это голубоватое свечение, распространяемое мхом и светлячками, напротив прямо тебя, становится красноватым. И вот эта мошкара летит к тебе, ты, может быть, даже поднимаешь руку просто, чтобы, может, дотронуться, может быть, не дотронуться, но ты видишь, как эта мошкара начинает виться вокруг твоих пальцев. И они тоже теперь испускают слабые красноватые импульсы. Как Юра на это реагирует. Вот, и я как раз хотел сказать, что ты видишь в этом красоту абсолютно точно, Николь. Плюс ко всему красный, это же цвет защиты. Но ты смотришь направо, где стоит Юра, который тебя все это время сопровождает. И ты видишь, что он как-то очень нехорошо на тебя смотрит. С нескрываемым страхом и подозрением. Он даже на несколько шагов от тебя отходит. Он поднимает руку к груди. Если бы он не был коммунистом и голым, там бы висел бы крестик. Но, тем не менее, да, он словно пытается что-то нащупать, и потом понимает, что у него там ничего нет, опускает руку и говорит: так не должно быть. Они словно... Бойся. Не бойся, смотри, они безобидны, они даже, наверное, хотят помочь, может быть, показать дорогу. Нет, в этом комплексе нет ничего безобидного и никого безобидного. Мистер Стивен сказал, что здесь нельзя никому верить. Что все, кто здесь оказался здесь не зря. Неспроста. Ты же веришь мистеру Стивену, да, Юра? Да, мистер Стивен мне помог, он вытащил меня, спас меня.
Так почему ты не можешь верить и кому-то еще, кто есть в этом комплексе? Например, безобидным маленьким насекомым. Они-то точно никому не навредили. Он задумывается над этим. Еще раз смотрит на твою ладонь и говорит: Они летают вокруг твоей руки. Кажется, что у тебя словно руки в крови. И он Не так в крови, потому что моя нога... Юра, может быть, хоть ты развяжешь меня? Мне так больно и так неудобно ходить. Юра, он простой парень. И когда он тебя тащил, он пытался тебя подбадривать как-то. Ты понимаешь, что ему действительно тебя жаль. Было до этого момента, пока он не увидел странных светлячков, которые вьются вокруг твоей руки. Однако, кинь на убеждение. Может быть, что-то из этого и выйдет. Главное, чтобы он ножом в меня не кинул. Развязывайся сама. Юра может. Это провал. Юре очень хочется тебе помочь. Как-то облегчить твои страдания. Но когда ты просишь его развязать тебе руки, ты вот поднимаешь свои связанные руки, вокруг которых вьются эти светлячки непонятные, и он еще раз на них смотрит и говорит: мистер Стивен, он не велел. Может, мне сделать для тебя что-нибудь другое? Я могу попить принести. Да, Юра, воды, может быть, хотя бы в ногу тоже промыть. Да, пожалуйста. А я вообще еще и перевязку могу сделать. Прекрасно, Юра, ты такой хороший мальчик. Мне-то вообще-то мне 20. Но он говорит как-то так, знаешь, вообще-то мне 20. Но, тем не менее, он идет к тебе, Стив. Вы стоите перед дверьми, и вы отчетливо слышите, как изнутри доносятся какие-то странные звуки из-за этих дверей. Словно что-то трется о прутье решетки. В следующее мгновение вы слышите, как что-то падает, видимо, со стола металлическое и катится по полу. Все это находится за дверьми. Угу. Чтобы добраться до лаборатории 25, вам нужно будет открыть эти двери и пройти насквозь. Стив, точнее не так, Юра подходит к тебе, Стив. Он стучит тебе по плечу. Товарищ Стивен, можно я возьму у нас из припасов, а ты тащишь с тобой небольшой рюкзак, аптечку? Я бы помог товарищу Николь. Перевязал бы рану пока, и там воды она просила попить. Даже с заключенными нужно обращаться по-человечески. Да, это, конечно, хорошая идея, Юра, ты молодец. И я достаю рюкзак, даю ему бутылку воды. И да, воды ей дай обязательно, а на все вот эти аптечки, перемотки и прочее сейчас времени нету. Ты слышишь, там что-то за дверью, а нам туда. Мы когда доберемся до лаборатории, это все равно, что медицинский кабинет. Там все будет необходимое, что нужно, чтобы помочь и Николь, и этому мистеру Уэберу. Да за него я не особо не беспокоюсь. Ну, хорошо, давайте я хотя бы воды дам ей. Он берет у тебя фляжку, и там, скорее всего, у тебя именно не бутылка, а у тебя на самом деле как раз-таки рюкзак-то, возможно, убойного убежища, да? Ну, да, по-любому, да. Ты даешь ему эту пластиковую бутылку, осматривает ее, пытается отодрать крышку. Я ему показываю, как это делается. Технологии. И он относит ее Николь. Извиняясь, он тебе протягивает бутылку и говорит, что мистер Стивен, он сказал, что мы идем в медсанчасть, и там мы сделаем что-нибудь с твоей ногой. Хорошо. Потерпи. И бросая это дело, он рукой пытается отогнать от тебя насекомых, он говорит: мы тебя когда на лестнице встретили, я бы на твоем месте уже боялся бы насекомых с крыльями. Вот что я хочу сказать.
Знаешь, Коля, я боюсь пока только насекомых с лицом. Я Юра. Юра. И- Юра? Да, ты сказала Коля. Он обиделся еще больше с тех пор, как ты называла его мальчиком. Его уровень эмпатии к тебе упал на 2 пункта. Итак, вы стоите перед дверьми, из-за них доносятся странные звуки. Свет у вас над головой предательски мигает. По-моему, у вас есть фонарики или нечто подобное. Ну, по крайней мере, у вас есть ваш У меня сотовый точно телефон. есть фонарик, да, так что со светом каким-то, я думаю, проблем не будет. Надежда, я правильно понимаю, что вы понятия не имеете, что там за этими дверьми? Абсолютно не имею понятия, но мы не можем себе позволить медлить. Действуем быстро, но аккуратно. Я предлагаю приоткрыть дверь, убедиться, что внутри нет прямой угрозы, и двигаться дальше. Посматриваю на твой автомат. Ну что ж, и я вам советую стрелять на поражение сразу. Что-то мне подсказывает, что здесь ничего хорошего и дружелюбного не может находиться. И я открываю эту дверь. Ты открываешь дверь, и в свете твоего фонарика Да, вы я видите... спичку, да. Да, вы видите большое, широкое помещение, заставленное рядами клеток различных не форм, а различной вместительности. Какие-то побольше, для животных побольше, какие-то совсем маленькие. Видимо, для грызунов стоят просто вдоль полки. Здесь есть несколько столов рабочих с какими-то документами, бумагами, пишущими принадлежностями. И также рядом стоят, ну, скорее всего, один стол, на котором до сих пор видны следы крови. Вы понимаете, что это стол для препарирования. Когда свет твоего фонарика проходится по клеткам, ты, Стивен, видишь, что он отражается в глазах штук 10, а может быть дюжины бульдогов, сидящих внутри этих клеток и смотрящих прямо на вас из-за решетки. Клетки закрыты. Бульдоги сидят очень смирно, не лают при вашем появлении, словно выжидая, сверлят вас своими собачьими глазами. Что вы делаете? Я оборачиваюсь на окровавленную Николь. Юре говорю, побудь с ней снаружи. Внутри ей точно нельзя. Если собаки почуют кровь, я осматриваю себя, нет ли на мне следов крови, вспоминаю, что у меня на щеке, да, засохшие потеки от глаза, чертыхаюсь, пытаюсь это стереть рукавом своего халата. Стив, вы, кажется, самый нейтральный для них из нас. Возможно. Препарат должен быть где-то либо на столах, где они проводили исследования, либо в специальной капсуле или холодильнике. Обычный. И хорошо, как мне его узнать? Без понятия, на нем будет бирка, возможно. Ладно, принесу, что найду. И я нетерпеливо начинаю топать вперед, освещая фонариком, ну, вообще все, что только можно. Луч фонаря туда-сюда гуляет, собак на все. Морды собак, когда ты идешь мимо них, они словно по команде поворачиваются одна за другой синхронно, провожая тебя взглядом. Ты пересек пока что половину коридора. Да, Надежда, ты что-то... Когда Бреннер заходит внутрь, я становлюсь в проходе и подсвечивая фонарем. Хотя нет, как я... я беру фонарик просто в зубы, наверное. Ты на автомате Держу. есть фонарик. Да? Он... Отлично. Видишь, Тогда ты не бесполезен был. Нет, это Поэтому не отличная я делаю. конструкция. Просто я говорю ей, что она видит. Был, перед я собой. сказал. Конечно, ей. Ты это сделал. Вот, я вслед Бреннеру подсвечиваю и пытаюсь выловить какое-либо движение, которое будет не внутри клетки. Если кто-то к нему метнется. Спот хидden? Провал. Я могу запушить? Ну, конечно, не боевая ситуация. Погнали. Ну,
Пока Пока. ты хотел Вот. сказать. Это hard success. Хорошо. Стив, ты проходишь половину коридора, когда внезапно что-то не сильно, но в этой напряженной ситуации скорее внезапно для тебя стукает тебя по голове и падает рядом. Ты подпрыгиваешь, ну, это просто действие Мгм. на автомате, и шаришь, смотришь вниз и видишь сломанный просто грифельный карандаш, который ударился тебе об голову. А Надежда, ты заметила за долю секунды до этого движение у Стивена над головой прямо сверху на клетках. Ты наводишь туда фонарик и видишь маленькое, очень маленькое, приземистое тельце, покрытое шерстью, стоящее на задних лапах с длинным хвостом. Оно разворачивается к тебе перед тем, как исчезнуть. И ты видишь клыки из-под нижней губы, да, торчащие. И вот эти нечеловеческие глаза обезьяны. Обезьянка бросается прочь с клеток, подальше от света твоего фонаря. Что вы делаете? Я предупреждаю Стивена, что Стивен, одна из подопытных обезьян, выбралась из клетки. Не уверена, что она угроза, но будь осторожен. И я продолжаю фонарем вокруг Стивена Только шарить, одна? чтобы, если что... Без понятия. Ладно, замешкавшись на какое-то мгновение, я и так теряю здесь время, так что я ускоряюсь в конец этого коридора к месту назначения. Хорошо. Тем временем, Николь, мне понравилась твоя фраза про «мошки показывают путь». И когда ты стоишь рядом с этим мхом, и он краснеет, словно бы вокруг твоего силуэта, для Юры почти как аурой тебя подсвечивая красноватой, а вдруг ты видишь, что подобно огням, показывающим в самолете путь к запасному, к аварийному выходу, этот импульс красноватого света от твоего силуэта отделяется и пробегает куда-то дальше по коридору, сворачивая за угол по этому мху. Знаю, что эти люди, они не хотят мне помочь по-настоящему. Я слышала их разговоры про подопытных, про использовать на мне в первую очередь какое-то экспериментальное лекарство, не лекарство. Поэтому я, конечно, им не доверяю, и пусть я буду доверять себе и этому месту, когда оно пытается со мной говорить, чем им. Конечно, я постараюсь пойти. Возможно, Юра уже не так... О нет, Юра так. Тебя хорошо. поручили Юре. И Юра такой: ты куда? Юра, ведь им явно нужна помощь. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Не надо разделяться. А мы не будем разделяться. Я могу... Со мной может пойти мистер Уэббер. Мистер Уэббер? Да от него польза-то. Так именно, он не поможет там в темноте. А ты сильный, молодой, конечно, можешь спасти и Бреннера, и Надежду. Стой тут, никуда не уходи, я быстро поговорю с этим. Товарищ Карсон, Чё? вы как себя чувствуете? И какая разница? Да я просто из вежливости спросил. Послушайте, там Николь, подруга ваша, она... И она мне не подруга. Она убила одного из нас. Ну, хорошо, но вы знаете ее больше, чем я. Но знакомая ваша, она хочет куда-то уйти и говорит, что... Хочет, пусть идет. То есть мне ее отпустить?
Хочешь отпусти, хочешь не отпускай. Что ты ко мне, что ты от меня хочешь? Но вы... Да ладно. Ну хорошо. Он возвращается к тебе. Может, мне с тобой пойти? Он отказался. Коль долго смотрит на Юру. А может быть и да. Куда ты одна-то пойдешь? Ты же не дойдешь, ты же ковыляешь. И правда не дойду. Давай тогда, да, может быть, пойдем со мной. Ну ладно, недалеко только. Он опять твою руку перекидывает себе на плечо, и вы идете с ним. Тут красный импульс прокатывается по коридору. Мхом практически все покрыто здесь, и вы проходите, не замечая табличку на русском языке, указывающую направление к отсеку фильтрации воды. Вы идете дальше. Стивен, ты преодолеваешь до конца эту комнату? Ну, у меня здесь нет поводов оставаться. Хорошо. Ты преодолеваешь комнату до конца. В конце комнаты ты видишь несколько дверей с табличками докторов, которые там работают, и ты видишь фамилию Каминского. Захожу, закрываю за собой дверь. Хорошо, ты заходишь, ты закрываешь за собой дверь. Ты видишь, что это не лаборатория, это личный кабинет, но здесь есть такой металлический шкафчик. Ты понимаешь, что это такой допотопный советский холодильный аппарат. Он гремит. Все еще электричество, судя по всему, есть. И он, вероятнее всего, содержит вакцины, лекарства, которые нельзя хранить при комнатной температуре. Тем временем, пока ты будешь кидать на Spot Hidden, если хочешь, тем временем, Надежда. Ты стоишь на пороге, ты видишь, как за Бреннаном закрылась дверь. Сзади какие-то шаркающие звуки, кто-то куда-то ушел, но ты сейчас вообще даже, вероятнее всего, не замечаешь этого. Но ты слышишь кое-что. Ты слышишь такой металлический короткий ляск, раздающийся откуда-то изнутри помещения. Туда сразу светом. Ты видишь мартышку. Она теперь стоит на земле, на полу, покачиваясь, неуклюже выходит вперед в свет твоего фонарика, щурится. А вот ты видишь, что это милая мартышка. Она внимательно, с любопытством тебя изучает. Я также внимательно изучаю ее. Я пока не делаю резких движений. С животными главное вот без этого. Ты видишь, как мартышка поворачивается, кладет лапку на защелку на клетке. Я такая, не смей. Если она шевельнется и попытается ее открыть, я выстрелю в нее. Ты слышишь опять этот ляск короткий, когда мартышка медленно поднимает защелку. А в клетке собака. Да, конечно. Кидай на стрельбу. Я стреляю, да. Но ты кидаешь с... Хотя ладно, ты целилась, можно сказать. Это hard success. Ну, hard success... Я отстрелю ее обезьянью лапу. Hard success это не extreme success, но это определенно неплохо. 6. Это не сильно много. Хотя... Но я целилась в лапу. Моя цель как бы предотвратить открывание клетки, а не убить макаку. Давай так. Ты попадаешь. Попадаешь в мартышку. Ты отстреливаешь напрочь ей лапу. Ты попадаешь в плечевой сустав. Ее лапа отлетает куда-то в темноту. Скорее всего, ее, может быть, тонкую ручку разорвало. Она начинает верещать, визжать. Я думаю, что Бреннер даже это слышит. И метаться между клетками. И когда она мечется, ты видишь, Надежда, как ее силуэт, он
как будто бы чуть-чуть меняется. В нем появляется что-то лишнее. Макака вдруг замирает в середине комнаты, и ты видишь, как у нее одна лапа все еще на месте, из другой брызжут струи крови, и тут у нее из-за спины появляются еще по 3 лапы, растущие у нее из спины, как у паука. Гидромакака. И она прыгает к клетке, чтобы ее открыть к ближайшей. Бреннер слышит мой крик: «Бреннер, быстрее!» И я начинаю очередью палить по макаке, то есть я прям слежу за ней этой очередью. Угу. Бреннер, кидай на спот хидden. Угу. Да вам сегодня везет? Другому человеку, Стивен, звуки криков мартышки и стрельбы из АК-47, раздающиеся из двери, помешали бы. Но ты не один из этих людей, иначе бы ты не получил эту работу и эту миссию. Да, я уже и насмотрелся, и наслушался здесь всякого за последние часы, и меня не покидает ощущение, что мы теряем здесь время, но как бы в любом случае нужно привести в порядок этих всех, прежде чем мы отправимся дальше. Ты распахиваешь дверь холодильника и видишь, что он заставлен различными колбами, пробирками и запаянными ампулами для вакцин. Угу. Там же, скорее всего, где-то неподалеку ты видишь шприцы. Ты начинаешь просто разгребать этот шкаф, пока не находишь одну из ампул, на которой, в общем-то, написано антипаразитическое средство, экспериментальная попытка 18Б. Пойдет. Звучит надежно. Кинь 1d4, чтобы определить, сколько ампул ты нашел. Хорошо. Минимум одна будет. Одна ампула. Вам не нужна вторая, у вас ушел человек. Ну, мы об этом пока не знаем. И там, если какое-то обезболивающее, что-то типа этого... На экстремально, я думаю, ты находишь. Обезболивающее, морфий какой-нибудь. Да, Морфин. вот просто морфин, да, знакомое название, вот, короче, тоже беру. И да, вот эти старые стеклянные шприцы. Угу. Обеззараженные, но все-таки не те одноразовые пластиковые, к которым ты привык, ты их тоже хватаешь. Тем временем Надежда палит по клеткам, палит по макаке. Сделай еще одну проверку. На стрельбу. Чтобы попасть, теперь это точно будет штрафной кубик, потому что мартышка... Ну тут и выше штрафного, это провал. Это провал. Ты просто стреляешь в какой-то момент. Стивен, когда ты оборачиваешься, чтобы выйти из-за двери, ты видишь, как в двери, которую ты закрыл за собой, появляется дыра от пули. Пуля пролетает мимо твоей головы. Это какая-то опасная ситуация, судя по всему, развивается. Надежда, ты явно попадаешь в кое-каких собак. Они начинают скулить жалобно, визжать. Но мартышка, она выполняет свою задачу. Она открывает клетку за клеткой. Она уже открыла 3. Ну хорошо, 2. Когда Стивен открывает дверь, первое, что ты видишь, кроме Надежды, стреляющей вокруг, это как дверь клетки распахивается, и бульдог выходит, словно вокруг не стреляют, а так, любопытно осматриваясь, высовывает язык, а потом у него на морде открываются дополнительные глаза по всей морде. Он находится между тобой и Надеждой. Тем временем, Николь, вы с Юрой добрались до двери, которая словно пульсирует красноватым свечением поросшего на ней мха. Настолько поросшего, что оно полностью закрывает надпись, что находится за этой дверью. Юра, ему явно не по себе, он осматривается вокруг и говорит тебе: мне это не нравится, мне как не по себе. Мне тоже, Юра, здесь не по себе, но надо что-то делать, иначе мы не выйдем отсюда никогда.
Ты же хочешь отсюда выйти, Юра? Да. И мистер Стивен говорит, что выход наружу — это выход вниз. Чтобы добраться до выхода наружу или спуститься вниз, надо постараться. Так что, Юра, давай не бояться. Пойдем. Я надеюсь, там есть... Она чуть не сказала, знаю. Надеюсь, там есть что-то, что нам поможет. Оружие, карты, что-нибудь. Ладно. Хорошо. Мне первому пойти? Я все-таки Нет, Юра, солдат. Да, а я учитель. И Николь так делает шаг вперед, ну как может, к этой двери. Ты толкаешь дверь, она оказывается не запертой. Я думаю, что из вас двоих фонарик только у Юры. Ну да, тут... Ты оказываешься на пороге просторного помещения с высокими потолками. Оно чем-то напоминает промышленный цех, потому что 3 больших цистерны, которые заполняют пространство прямо от пола до высоченного потолка, оплетены трубками, патрубками, переплетаются, и все это уходит в стены широкими трубами, несущими воду через весь комплекс. Здесь царит полумрак, но на потолке есть лампочка, которая иногда мигает, освещая помещение так, чтобы хотя бы можно было что-то рассмотреть. Даже здесь сейчас, переступив порог, ты слышишь шум воды, перерабатывающийся в этих всех цистернах и бегущий через трубы дальше. Юра тоже слышит шум этой воды и сильно начинает нервничать. Ты слышишь из глубины этого помещения голос. «Николь, веди его к нам». Николь оглядывается на Юру и кладет руку ему на плечо. Их заодно опираются, потому что тащить ногу почти невозможно. Только какая-то внутренняя уверенность, что так будет лучше, позволяет Николь вообще ходить. И, держа Юру за плечо, она говорит: «Не бойся, ты же солдат, мы справимся вместе. Пойдем вперед. Там должно быть то, что нам поможет». И Юра, наивный 20-летний Юра, заходит вслед за тобой. Что делает Карсон Вебер, когда начинается стрельба из АК? Ничего, я сижу у стены спокойно. Давай так. Ты сидишь, погруженный в эти самые самотерзания, все вокруг плохо, ты бесполезен. Тут начинается стрельба из АК-47. И ты помнишь, как ты держал его в своих руках. Ты помнишь, как держал его в своих пальцах. Те старые добрые времена. Примерно 25 Мне минут становится назад. еще хуже, да, я начинаю плакать. Нет, это наоборот сигнал к действию. Ты понимаешь, что если ты хочешь выбраться отсюда, если ты хочешь, чтобы профессиональный техасский хирург вставил тебе спицы в пальцы, все вернул назад, они срослись, тебе нужно действовать прямо здесь и сейчас. Так как те все коучи, которые тебе говорили. Действуй! Окей. Знаешь, вот у меня первая мысль, это я могу ногой за ними дверь закрыть и подпереть ее. Вот моя первая мысль. Гипотетически, да. Нет, ну я не знаю, я забегаю Давай, вступай в эту вовнутрь, тему, Карсон. забегаю внутрь и смотрю, что происходит. Я вижу, видимо, беснующуюся обезьяну, беснующуюся Надежду. Ну, Надежда хаотично стреляет вокруг. Я хочу дать совет Надежде. Единственное, что я могу. Я ей говорю, что: Надежда, вы вряд ли попадете, просто дайте Стиву, прикройте его огнем. Просто стреляйте в сторону от Стива, чтобы к нему что-то боялось подойти.
А я, как вы выбежите, закрою дверь за вами. Хорошо, дверь, подожди, она вовнутрь открывалась или снаружи? Скажи мне, Надежда. Ну, она в любом случае стоит, скорее всего, на пороге. Она не то чтобы... Ну, по пожарной безопасности она в коридор должна открываться. Коридор. Она в коридор открывается. Все, То есть окей, на тогда тебя. я стою за дверью и готовлюсь закрыть за Стивеном и Надеждой дверь и подпереть ее своим телом. Опять же, я телом буду закрывать ее, не руками. Хорошо. Тогда, что делает Надежда, что делает Стивен? Когда Стивен выходит, я, наверное, даже на какое-то мгновение прекращаю стрелять, потому что понимаю, что он снова в помещении, я могу попасть в него. А я вижу его, кричу ему: «Стивен, быстрее!» Ну, мне даже кричать не надо, я не собираюсь здесь задерживаться, собаки без меня справятся, поэтому я на всех парах начинаю бежать в сторону, ну, того места, откуда мы пришли, да, то есть, ну, типа к лестнице, короче, к Надежде, к лестнице, спасительной двери. Я правильно понимаю, что Надежда пытается воспользоваться все-таки советом Карсона Уэбера и прикрыть огнем отступление? Да, смотри, я буду целиться чуть вперед Стивена, чтобы если что-то кинется к нему, я бы ему расчистила дорогу. То есть я прям веду дорожку. Мгм. Давай это будет просто огонь на подавление, наподобие. И ты кинешь на стрельбу. Это провал. Это провал, но это не фамбл для того, чтобы попасть хотя бы в Стивена. Это хаотичная стрельба, ты задеваешь еще каких-нибудь бульдогов, которые сидят, правда, в клетках, разрывая их к чертовой матери. Стивен, кидай на ловкость без бонуса. Просто на чистую ловкость. Просто на чистую ловкость. Чистейшую ловкость. Подожди, Стивен. Хорошо. Я уже Хорошо, бросил. Стивен. Ладно, не важно. Я хотел предложить тебе кинуть на додж, но это в целом нормально. Тоже. Это hard success. Я думаю, что Надежда тебе как-нибудь допомогла. Если нет точностью своей стрельбы, то, по крайней мере, явно придав тебе адреналиновый буст, когда пули свистят. Свети в дорогу. Да, и подсветив тебе дорогу определенно. Поэтому ты перепрыгиваешь через бульдога, который уже бежит на этих лапках, на своих коротких к тебе, и когда он бежит, ты видишь, что все его дополнительные глаза, они бешено вращаются в орбитах, смотрят на тебя, тем не менее, и у него под пастью начинает раздуваться зоб. В этот момент ты через него перепрыгиваешь. Мартышка спрыгивает со стены, ты ее просто наотмашь бьешь ладонью, она отлетает в сторону, и в этот момент ты выпрыгиваешь мимо Карсона в коридор. Надежда, ты все еще там. Карсон, ты стоишь с дверью. Что вы делаете? Я жду, пока выйдет Надежда. Пячусь назад очень быстро. Я хотел да. убедиться. Надежда выбралась. Я захлопываю и прижимаюсь спиной и говорю: несите чем подпереть. Там бьется с той стороны что-то? Там, во-первых, бьется с той стороны тюла всех вот этих животных, они бросаются на дверь, ты теперь слышишь... Ты не слышишь лая, на самом деле. Ты слышишь только вот этот гортанный рык, а потом Надежда и пришедший в себя Стивен, развернувшийся к тебе, вы видите, как между дверью и полом, ну, тоненькая щель есть, и вот сейчас через эту щель, обтекая ноги Карсона, растекается белая лужа, которая наполнена извивающейся в ней червячками. Ну, пока Карсон в ботинках, это... Да, Надежда. Как только Карсон захлопывает двери, там, наверное, такие вот П-образные ручки, я в них просовываю автомат, который, скорее всего, уже плюс-минус бесполезен, потому что... Не-не, у меня есть обоймы, если тебе надо. Да? Конечно, я взял их с собой с запасом. Это правда, я Ладно, это помню. я оглядываюсь. Есть ли что-нибудь еще у нас? Я думаю, без проблем. Ты находишь что-нибудь на, вероятнее всего, противопожарном стенде, как раз таки, который тебе уже не раз пригождался. И, возможно, подмечаешь отсутствие Николь и Юры. Запихнув туда, может быть, топор, ручку топора, может быть, вот этот лом,
Вы блокируете надежно дверь. Эта лужа, она медленно выползает из-под двери, но твари не могут выбраться. А где эти? Где эти двое? Хороший вопрос. Николь, ты заводишь Юру в комнату, в помещение для фильтрации. Ты видишь в отблесках этой лампочки, как у него на лбу появляется испарина. Хотя тут довольно прохладно, он все еще в трусах. У него появляется испарина, и он говорит: мне здесь вообще не нравится. Давайте-ка уйдем отсюда. Мы уже так много прошли. Юра, нельзя останавливаться. Надо продолжать. Так Ты что же продолжать? знаешь- Так куда мы идем-то? Мы идем вперед, Юра. Впереди есть ответ. Сделай персуэйд. Ты можешь сделать персуэйд, либо фасток с бонусом, потому что Юра хочет тебе верить. Он хочет надеяться, что ты хорошая женщина. Так. Ты похожа на Но- его первую учительницу. Ну, Я пусть считаю, это что всё Юра ещё будет заслужил умереть, персуэйд. поэтому я болею за тебя. Спасибо. Как раз. Это ровно успех, 35. Да, это 35 из 35 это успех. Юра, нехотя, идет за тобой, приговаривая что-то про бабушку и водяного. Вы оказываетесь рядом с этими большими цистернами. Ты, Николь, понимаешь, что шепот, который ты слышишь, он исходит из этих цистерн. Юра, кажется, не слышит его. Но вы оба отчетливо слышите удары, которые начинают разноситься изнутри этой цистерны. Глухие удары по металлу. Словно кто-то внутри застрял. Юра, а ты же здесь жил, работал, да? Ну да, не здесь конкретно. Там могут быть еще люди, может быть, кого-то заперли, ставили опыты, эксперименты. Да какие ж там люди-то могут быть? Это ж промышленная фильтрация. Там ж такие, никто как- выжить не может. Как ты, Юра, и как я. Мы же видели здесь всякое странное. Ну я не знаю, действительно здесь странного-то много в этом комплексе. А ты можешь... А там сверху крышка или как бы сбоку там что-то? Там есть труба, и у нее есть вентиль, который, возможно, останавливает поток воды, и после чего можно ее открыть. Открыть саму цистерну, ты имеешь в виду, да? Она Да. как бы как тоже с краю. Там есть лестница, я думаю, которая ведет вверх на самую верхушку цистерны. Потому что через них сейчас идет вода прямо. Мгм. Юра, давай попробуем хотя бы посмотреть. Я туда не полезу только. А я не смогу. Ну. Ладно. Юра поворачивает красное колесо, блокируя поток воды. Вы слышите, как стихает шум. Он чешет грудь, плюет на руки и начинает взбираться вверх по лестнице на цистерну. Уже с фонариком в зубах или что-то такое. Да, скорее всего, фонарик единственный. У него все еще есть. Он взбирается на цистерну вверх. Там кто-то стучит изнутри. Кто стучит там, Юра? Там голос какой-то. Там человек, там все-таки человек. Да. Да чтоб вас... Начинает поворачивать люк. С лязгом его приоткрывает. Светит фонариком. Ты видишь его только тень сейчас наполовину сверху. Куда он светит, ты точно не понимаешь. И он... Да как же туда попал ты? Давай помогу тебе. Протягивает руку.
В следующее мгновение ты видишь, как что-то силой дергает его внутрь, и он влетает внутрь цистерны. За 3 минуты до этого вы в коридоре с пробиркой, со шприцами, с обезболивающим. Замечаете, что нету Юры и нету Николь. Что вы делаете? Я отдаю вот это все, что я там насобирал Надежде. Так, вот все, что я нашел. Где Юра? Где эти двое? Он Одна, против- только одна? Они ушли Всё, что вместе. Ушли? Куда они ушли? Я не знаю, я сказал Юрию, что она убила одного из наших, он не послушался, и, скорее всего, она его убила уже. Черт, и я начинаю светить фонарем и искать, куда они могли пойти. Дверь там. Я вам сказал не оставлять ее без присмотра, но вам, видимо, без разницы. Пеняйтесь на себя, мне пофиг на этого мальца. Я уже его не слушаю и где-то в коридоре ищу выход. Ты сказал им, куда они ушли? Скорее всего, ты, Вебер, видел, что Я они просто показал, да, направление я видел. показал. Да, я сказал, что типа они вот ушли туда, и вот когда вот все эти диалог говорил, я показал им. Плевать, я зубами надламываю ампулу и набираю жидкость в шприц. Угу. Хорошо. Стивен, у нас нет на это времени. Мы, когда читали инструкцию по отключению двигателя, там, понятно, нужно 2 человека или 1 для отключения? Из разряда замки для ключей далеко разнесены? Да. Один человек может провести всю процедуру, правильно обесточить двигатель, подготовить его к выключению, но 2 ключа нужно повернуть одновременно, и они находятся на разных сторонах пульта, поэтому это работа для 2, ну или, по крайней мере, для человека и мартышки, которая способна повернуть ключ по команде. На всякий случай я просто это говорю. Стивен, у тебя есть одна, как сказать... Давай все-таки ты столько экстримов накидал на... Глаза вот закрыл, эту... он не видел. Что такое? Она в себе шприц вколола. А, ты уже вколола? Только что Да. показывала. А ты глаза Да. закрыл, я это заметил, вот и озвучил. Ну ладно. Так просто Стивен знает, что эту вакцину нужно, во-первых, вводить. Она срабатывает, если ее ввести в течение 30 минут после заражения. Там ее степень эффективности снижается. А во-вторых, ее нужно вводить в носовую пазуху. Но Стивену Через- не до этого. Стивен ищет Юрия. Нос. Отлично. Зачем ты мне шприцы принес? Я там еще морфин принес, если этого не хватит. Куда ты вколола это? В руку, наверное, в вену. Не наверное, ты Обычно очень же четко вакцину показала, колят куда в ты... вену, да. Ну, я имею в виду, что я колола в руку, но, скорее всего, я колола в вену, потому что, в моем понимании, вакцина обычно колется именно туда. Если Николь доживет до двигателя инверсии, я буду очень смеяться, конечно. Ты можешь сделать проверку на телосложение со штрафным кубиком в закрытую? Сейчас, секундочку. Да, так, ну погнали. Тебе видно? Да. Там фамбл, если что, если ты не поняла. Итак. Сейчас У я нас одного отойду от предателя того, что я станет видел. больше. Хорошо. Итак, Стивен, тебе показали направление. Ты, естественно, не знаешь, куда они ушли, но ушли они не так далеко, и ты видишь открытую дверь, за которой мечется свет фонарика. Мгм. И следы крови еще, возможно, на полу. Быть может. Если в таком случае ты видишь следы крови, но ты уже даже сейчас видишь, как через эти следы крови прорастает мох. Словно вбирая в себя эту жидкость как питание для своего роста. Итак, ты врываешься в помещение Мгм. и застаешь Николь, которая стоит перед 3 большими цистернами.
Следов Юры нет. Но ты слышишь удары, глухие удары из одной из цистерн. Где Юра? Что ты с ним сделала? Я ничего не могла с ним сделать. Он пошел проверить там, наверху. Где? И я уже там, не слушая ее, начинаю забираться, наверное, на цистерну, откуда звуки какие-то издаются. Ага. Можно, пока он забирается, Николь... Она вот все эти фонарики и прочее, в основном Николь в темноте. Ну, там чуть-чуть вот этот свет. Да, свет иногда вспыхивает у тебя над головой. Она стоит и так тихо приговаривает: «Я же сделала, помогите, помоги мне». И протягивая так руки то в темноту, то в одну сторону, то в другую. Кинь на Power. Блин, как тебе везет, это 65 из 65. Хоть когда-то же должно вести. Ты внезапно ощущаешь присутствие рядом с собой. Запах промасленной резины, спертая маской, медленное ровное дыхание. Борис Левицкий произносит: «Останови его, но не убивай». И он дотрагивается лезвием здоровенного топора, того самого, которым ты убила Антона, все еще с его засохшей кровью до твоих пут, аккуратно так, чтобы не повредить даже кожу твою, и срезает их с твоих рук, освобождая. Я думаю, в первую очередь Николь, она хватает ногу, стонет, но потом поднимает голову и кричит: «Мистер Бреннер, тут кто-то внизу, пожалуйста, скорее спускайтесь, кто-то подкрадывается, кто-то идет сюда». Жаль, но на Стива это не работает. Надо вытаскивать Юру к черту Николь, или как ее там. Хорошо. Стивен, ты забираешься на самый верх. Николь, мы к тебе еще вернемся, у тебя, возможно, будут какие-то... Нырять я туда, конечно, не буду, поэтому я как бы, просто смотрю с фонарем, что там. Широкий люк отброшен в сторону. Ты видишь гладь воды внутри. Она вся бурлит, как будто бы воду внутри кипятят. И в свете твоего фонарика вдруг показывается на долю секунды лицо, обезумевшее лицо от страха Юрина. Он протягивает к тебе руку, а потом ты видишь, как из-под воды появляется вторая рука. Уже не рука Юры, рука мертвеца, которая обхватывает его запястье, затягивает его опять вниз. Он то и дело появляется на поверхности. Ну, я, закрепившись насколько можно, там, не знаю, ногами за лестницу, я попробую поймать его руку, но я не буду лезть в воду. Никак. Хорошо. А если опять открыть воду, это же можно? Да, это сильно усложнит задачу Стива Бреннера. Ты это делаешь? Ну, Николь, да, когда она поймет, что он не реагирует на нее, она вспомнит про вентиль. Денис, можно вопрос? Давай. У нас что-то происходит, вот, и если у нас с Надеждой ничего не происходит... Нет, с Надеждой ничего не происходит. Я тогда смотрю на Надежду и... Надежда, быть может, только вколов себе лекарство. Ты чувствуешь какой-то странный привкус во рту, привкус какого-то жженого пластиком. Ты не понимаешь, это побочное действие лекарства или это что-то, что ты сама себе придумала. Других эффектов никаких нет. Может, что-то в воздухе. Я не знаю, как оно будет работать дальше. Слушай, если мы хотим выбраться, нам нужно... Я поднимаю руки. 2 человека с руками. Даже если ты выживешь, нам нужен 2. И мне кажется, эта сумасшедшая способна их 2 там угандошить. Поэтому, если тебе не безразлично, я бы пошел за ним.
Да, и я думаю, что ты должен составить мне компанию. С пальцами или без них ты все еще полезен. Пнуть ее в сломанную ногу я все еще смогу. Только быстро. Я начинаю быстро двигаться по коридору. Во-первых, я не знаю, как будет действовать этот препарат. Возможно, я не знаю, потеряю сознание, буду биться в конвульсиях, что-то еще. Может быть, я вообще не переживу его, насколько я понимаю, он еще не закончен. Это результат одного из исследований. Я выкидываю ампулу. Я не знаю, что со мной будет. Если я вырублюсь или умру, забери мой ключ, понял? Я поднимаю руку, и ты видишь руку с переломанными пальцами. Я показываю тебе большой палец у тебя в голове. Вероятнее всего, он тебе теперь всегда показывает большой палец. Он немножечко вот так вот как бы расположен. Я так неуверенно улыбаюсь и повторяю твой жест. Давайте так, я хочу дать шансы всем на их заявки. Поэтому какое-то время все-таки вы замешкались. Это даст Николь преимущество на ее броске на силу, чтобы повернуть вентиль. Тоже. Прости, Юра. Не надо было проходить мимо. Это hard success. Ты подходишь к вентилю, и когда твои руки на него ложатся, ты чувствуешь, буквально, наверное, видишь, как у тебя из-за спины еще словно вырастают руки, затянутые в перчатки РХБЗ, и они словно опускаются сверху на твои руки, помогая тебе поворачивать этот вентиль. Итак, Стивен, ты протягиваешь руку вниз к воде. Вода действительно кажется тебе горячей, словно она нагревается, и ты видишь, как пар начинает оттуда подниматься. Юра из последних сил вырывается из схватки водяного, тянет руку в твоем направлении, ваши пальцы смыкаются, в этот момент начинает работать турбина. И в этот момент не Николь, а Надежда и Карсон, вы входите в помещение. Вам сложно определиться, что здесь происходит. Вы видите Николь, поворачивающийся какой-то вентиль, и торчащие сверху на цистерне ноги Стивена Брендера. Что здесь происходит, не совсем понятно. Следов Юры нет. Что все вы делаете? Шум Стивен, какой-то. что происходит? Ну, я, если слышу твой крик, то просто кричу: «Здесь Юра, я пытаюсь его вытащить». Вода начинает иметь... Слышен мотор, да, вот этот? Как? Да, вы слышите, как нарастает гул, который Я гонит бегу к жидкость. Николь. Я бегу к Николь. Хорошо, ты бежишь к Николь. Надежда? Тоже быстрым шагом приближаюсь к ней, держа наготове автомат. Понял. Стивен, ты продолжаешь пытаться вытащить Юру. Хорошо, начнем с тебя, потому что тебе понадобится Extreme Success на силу. Хорошо, я пробую. Пробуй. Нет. К сожалению, это 94. Это даже близко не Extreme Success, и поэтому в последнее мгновение ваши пальцы с Юрой спыкаются, а потом не то адский поток воды, не то жадный водяной вырывают его из твоих рук и уносят вниз. И вы слышите, как его тело, оно проворачивается где-то вот в этих турбинах и идет дальше по трубам, то, что от него осталось. Черт, ну как же так? Я начинаю слазить с этой лестницы. Какого подожди. черта он туда полез? Да, подожди. Подожди, слишком много времени. Ты скажи, когда я добегаю до Николь. Ты добегаешь до Николь. Я бью ей в ногу. Хорошо. Что делает Николь? Ты повернула вентиль, и ты слышишь топот, раздающийся у тебя за спиной. Они не слишком-то к тебе подкрадываются. Ну, вообще, Николь хотела попробовать уйти туда, в темноту, ну, дальше куда-то. Она не знает, есть ли здесь другая дверь, другой выход.
Вот. Не уверена, что она убежит от Карсона со своей-то ногой. Ну, то есть она хотя бы отпустила бы вентиль и уходила бы между цистерн. Да, хорошо. Это что-то вроде доджа будет, скорее всего, сначала от атаки Карсона. Карсон, кидай на Fighting Brawl, Николь, пытаясь увернуться от его предательского удара. Если что, у меня заготовлена речь с криками, так что дайте мне ее, пожалуйста. Ничего страшного, у меня прежде чем 80. убить. Возможно, нет. Так. Возможно, Но- ты знаешь, вот уходишь в цистерну, как Гомер. Куст. Извините, очень смешно. Фух, так. А я именно... Додж. Ну, не в этот раз. Это провал против провала, поэтому я предположу, что Николь пытается отойти хотя бы. Она уворачивается от первоначальной атаки Карсона, но оступается, переместив вес на свою больную ногу, и боль тебя пронзает, ты падаешь на пол. Что делает Надежда? Я быстрым шагом подхожу к уже упавшей, наверное, Николь, и в лоб ей упирается еще горячее от выстрелов дуло автомата. Врагов народа мы приговариваем к расстрелу. Последнее слово. Ты хотела меня убить. Он хотел меня убить, она показывает в сторону Карсона. Вы все всегда хотели меня убить. Только это место пыталось что-то сказать мне, помочь вам. Убийцы. И она начинает рыдать. И Если последнее... я с лестницы вижу вот это вот все, я начинаю им там кричать: что вы, блин, делаете? Хватит убивать друг друга, черт возьми, и медленно спускать. Ты видишь чуть больше даже. Ты видишь, как за спиной Надежды и Карсона, которые обращены к Николь, у них начинает сгущаться тьма. Когда вспышка света озаряет помещение, у них за спиной не рассеивается тень. Это ты видишь, но не видят они. Стреляй. Говорю я твердым голосом тебе и делаю шаг вперед. Жертвоприношение. У меня палец дрожит на курке. Я Ты продолжаю стреляй, сверху черт возьми! кричать, что хватит, Иначе я- черт возьми, перестаньте заношу- убивать друг друга. Я Я резко поднимаю дуло автомата и стреляю в потолок, выпуская полную очередь. Заткнитесь к чертовой матери, мы теряем здесь время! Наконец-то здравые мысли. Надежда правильно говорит, черт возьми. Я, наверное, спустился к этому моменту уже и поднимаю эту Николь за шкирку. Она тяжело дышит, у нее слезы текут по лицу, смотрит на тебя, и ты тоже всего лишь Николь, следуешь каким-то... Мгм. когда он тебя за шкирку поднимает, ты вдруг понимаешь, что ты крепко и без боли стоишь на своих ногах. Опустив глаза вниз, ты не находишь никаких следов от своей раны, кроме, может быть, запекшейся в крови, которая была там, на месте этого разлома, перелома. Но твоя плоть восстановилась. Я думаю, да, именно в этот момент она прерывается, что-то крича Бреннеру, и просто молча опускает голову. Резко стало тихо. Ну, если вы не говорите. Вы видите? Это место и правда что-то пытается через меня вам сообщить. Она Помочь. поменяла Юру на свои ноги. Знаешь, я разворачиваюсь. Вы все здесь сдохнете от нее, если ее не прикончите. Не надо никого приканчивать, черт возьми. Вы что, мало здесь натерпелись? Давайте Мы побыстрее, теряем если всё время, закончим. черт возьми. Да, пойдем. И я куда-то там иду, и Николь, ну, короче, не тащу за собой, ты и так ходить можешь, да, ну, короче, я там за шкирку тебя придерживаю, если хочешь, сможешь вырваться. Но я как это, знаешь, как провинившегося ребенка, типа, с собой тащу.
Она скорее просто в шоке. Приговаривает. Оно ответило. Это чудо. Чудо. Итак, куда вы направляетесь? Лестница, конечно же. Вниз. Вниз. В кабинет доктора Дубровского. Кто хочет кинуть кубики на лестнице? Я уже кидал сегодня. Давай, Надежда, кидай. Давай. Ну, ты выкинул 11. Мгновенную смерть, надеюсь? Хорошо. Хорошо. Я знаю, что будет. Ты выкинула 11. Вы начинаете спускаться вниз по лестнице. Лестница, опять-таки, ведет вас вниз, казалось бы, без каких-либо приключений. Пока до вас вдруг не доходит запах паленого, гари. Причем как будто бы мусорку подожгли. Запах распространяется откуда-то позади вас, сверху. Здесь практически нет никакого движения воздуха, но когда вы поднимаете взгляд вверх, вы видите клубы черного дыма, который не рассеивается в воздухе, а словно сконцентрирован, катится следом за вами по лестнице. И когда этот черный дым оказывается вот в прямой видимости от вас, вы буквально видите, как из него высовываются человеческие руки, покрытые коркой обгоревшего мяса. И эти руки словно подтягиваются вперед, они хватаются за стены, хватаются за поручни, хватаются за ступеньки, чтобы потянуться вслед за вами. И вы слышите, как из глубины этого сгустка доносятся голоса, говорящие в унисон. И они повторяют только одно слово. Вебер. 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 Вебер, сделай проверку на Сайните. А это мы все слышим, да? Да. Не только Вебер. Да. Провал. 3 Сайнити потеряй. Мне страшно, я бегу. Окей. Ты, спотыкаясь, бежишь вниз по лестнице, пока не упираешься в дверь с надписью «Уровень изучения физико-энергетического анализа». Что вы делаете? Вваливаемся Дверь туда, конечно. открывается снаружи или вовнутрь? Вовнутрь. Да, я локтем нажимаю на ручку и толкаю. Окей. Ты вваливаешься внутрь. Остальные, я думаю, следуют за тобой. Вы захлапываете дверь. И вы чувствуете, как она немного продавливается под весом вот этого нечто, следующего за вами. Слышите, как ладони бьются изнутри, снаружи, в поверхность двери. И дверь стремительно нагревается. Но, судя по всему, оно пока не может последовать за вами. Однако оно теперь поджидает на лестнице. А вторая лестница есть? Ее Или можно только одна? поискать. Впрочем, ты знаешь, здесь есть шахты лифта. На самом деле. Вот этот лифт, который проходит через весь комплекс, тянется с 1 уровня, на котором бункер застрял, до 6 уровня под вами. А вы хотите столкнуться с тем, что осталось ждать нас на лестнице, товарищ Бреннер? Мы сейчас на 4-м ярусе, да? Да, Да. Так, а где находится генератор? на 6. На 6-м. Все, я теперь понял. Ладно, ищем вторую Здесь лестницу. нам еще А надо. Но для почему начала они- нам нужен ключ. Говорят твое имя, Карсон. Ну откуда я знаю? Ну тебе же лучше знать. Это ты меняешь людей на ноги. Я никого не меняла, и если бы... Это скорее к вам вопрос, будут ли они менять тебя на то, чтобы пройти. Ты убила чувака, который был с нами. Зачем? Зарубила его топором. Ты сказал, что это была случайность, да? После Это этого была не ты я. его спутника. Что значит, это была не ты? Ты стояла с топором над его трупом. Это место, оно... Какое Оно нахер место? ви- Столкнись с реальностью уже. Это ты. Ты хладнокровный убийца. О нет, Карсон, это неправда. Это ложь.
Ты не запугаешь меня здесь. Ты, я знаю, первый, если бы не твои пальцы, ты бы уже сомкнул их на моем горле. Я бы Кто тебя тут еще пристрелил бы убийца? из автомата. И словно, когда ты говоришь ему, что это ложь, и ты не сомкнешь свои пальцы, ты чувствуешь, как вот этот жар за дверью, он нарастает, и, Николь, ты слышишь, как эти голоса, которые повторяют только «Вебер, Вебер», они становятся словно громче. Я делаю Карсону одолжение и одалживаю свои пальцы, отвесив леща. Впавший в истерику Николь, угомонись уже. Хватит. Ищем кабинет доктора Дубровского. Ты, Надежда, работала на этом уровне. Ты знаешь, где находится кабинет Дубровского. Уровень сильно изменился. Вот я хотел как раз сказать, что только единственное, что сам уровень претерпел значительные изменения. Похоже, что каждый импульс, прокатывающийся по комплексу, чем ближе он к инверсионному двигателю, тем он сильнее меняет пространство и реальность. И тот импульс, который состаривал все вокруг, он катком прошелся по этому уровню. Здесь вообще не работает никакое электричество. Единственный источники света — это те фонарики, которые у вас остались. Стены многие просто обвалились, куски стен обнажая не то что бетон под ними, а породу, внутри которой вытесан этот бункер построен. Все вокруг, кажется, пришло в абсолютную негодность, и ты надеешься единственное, что, может быть, хотя бы ключ не пострадал. Вы идете вперед следом за Надеждой, и, Надежда, ты видишь еще одну странность этого уровня. Вот эти пострадавшие стены, по ним прокатываются такие волны, которые делают их полупрозрачными. То и дело. Когда одна такая волна прокатывается мимо, я пытаюсь к ней прикоснуться дулом автомата. Знаешь, как будто бы ожидая, что оно провалится туда. Но ты натыкаешься на твердую поверхность. Только единственное, что это пятно, оно словно начинает вращаться вокруг дула твоего автомата какое-то время, потом срывается с места и уносится прочь. Но это не сквозная дыра, ты не можешь через нее пройти. Но когда очередная эта волна проходит, ты видишь какие-то отблески света из глубины уровня, причем света оранжевого, света огня. Где-то впереди, там, куда ты их ведешь. Он такой неровный, как от горения, или Как от горения, лампы ровный? как от костра. Мгм. Как будто кто-то прямо здесь развел костер. Возможно, что-то загорелось от разрушений. Мы пойдем и посмотрим. Вы проходите по этому обезображенному импульсом уровню, когда до вас, до всех доносятся звуки, словно примитивной музыки. Как будто кто-то бьет ритмично по железякам, как по барабанам. Причем явно не в одну пару рук, а в несколько синхронно. И какое-то мычание с словами вперемешку. Словами, звучащими на русском, но слов пока не разобрать. Направляясь туда, вы вдруг видите, как очередная волна прокатывается по стене, делая полупрозрачной помещение конференц-зала широкого за ней. И на долю секунды ты, Надежда, видишь здоровенный костер, разведенный в центре этого зала. На нем лежат останки тел человеческих, которые горят. И абсолютно голые люди, мужчины и женщины, их человек, наверное, 12 дюжин. Они пляшут какие-то ритуальные танцы вокруг этого костра. И ты видишь одного человека, у которого в руках нечто вроде статуэтки.
металлической статуэтки. Он держит ее у себя над головой. И ты видишь, что у него на шее висит такой же ключ, как у тебя, и узнаешь в нем своего бывшего коллегу, ну или нынешнего коллегу, доктора Дубровского. Я думаю, на сегодня мы на этом закончим. Ну, постепенно мы приближаемся мы к этому 7-му ярусу. Ну, что тут сказать, как бы Dungeon Crawl продолжается, энкаунтеры, ну, как бы они, скажем так, они ожидаемые. То есть, типа, я не могу сказать, что они там хорошие или плохие, да, то есть, когда там, это уже какая у нас там, 4-я, по-моему, если не ошибаюсь, или 5-я серия. Я уже тоже запутался. Да, ну просто я имею в виду, это как бы вот, ну, ощущается как Dungeon Crawl, и это и есть Dungeon Crawl, типа вот такой энкаунтер. Они, ну, примерно похожи, то есть я не знаю, тут, знаешь, это не хорошо, не плохо, это просто факт, то есть, типа, вот такое препятствие, вот такое препятствие. Вот. Мне понравилось на самом деле, что ну, вот эта сцена, короче, с Николь и Юрой. Вот, жалко мне Юру. Придется его заменять на кого-то. Вот, но, тем не менее, сцена как бы прикольная была, что Николь его смогла убедить и куда-то увести, и что-то там сделать. Потому что до этого он ощущался как, ну, такой, типа, ну, типа, совсем пассивный NPC. То есть, ну, типа, что ему говорят, то он и делает. А тут он как бы сопротивлялся. Что ему сказали, то и сделал. Да, но я имею в виду, что Николь, во-первых, ну, прошу прощения, Николь, во-первых, как бы, ну, объясняла, да, типа, как она пытается его убедить, ну, плюс, соответственно, броски. То есть был бы неудачный бросок, но, как бы, он бы, наверное, не пошел. Вот. Но в целом мне сегодня короче, из позитивных моментов мне на самом деле понравилось именно взаимодействие Николь и Юры. Вот. Как она слова подбирала и так далее. Вот. То есть, скажем честно, там энкаунтер с собаками и, ну, и обезьянами, да, он, ну, честно говоря, он какого-то эффекта он не воспроизвел, не произвел, точнее, просто потому что это вот ощущается именно как, ну, типа, просто энкаунтер, да, то есть вот это вот коридор, в котором сейчас точно что-то пойдет не так, надо его преодолеть, там что-то забрать, потом обратно вернуться, типа такой мини-Индиана Джонс такой. Вот. Типа здесь что угодно могло быть, там, я не знаю, какие-то оголенные провода, там еще что-то, да, то есть это просто фон, короче, уже какой-то. Вот, и я просто хочу сказать, что здесь именно интересно следить и как бы участвовать во взаимодействии между персонажами, а не персонажи против окружения. Вот так вот. Ну да, я пытаюсь подогревать ваш конфликт. Все жду, когда вы пытаетесь Николь убить. Не надо Николь убивать, нас все меньше и меньше становится. Ну, то не есть зря же попробовать тени можно, появлялись. конечно. Да. Денис, видимо, ждет. Вот, а мне понравилось, как Надежда себя вколола в руку. Когда не читаешь инструкцию Не к задавая лекарству. лишних вопросов, да. Есть шприц, есть жидкость. Ну, хоть не намазал. Причем ты мог этого не заметить, Денис, и как-то сказать, и все бы это замолчалось, но нет. Ну, Саша подставил, да. Всех, как обычно. Я не отказываюсь от своих глупых решений. Хорошо, Не, ну да. правильно, ты же не знала. Это добавит только еще одну проблему вам. Потому что, естественно, ты выкинула 100. Серьезно? Я могу даже показать вам. Конечно, Стон, ты думаешь, он бы так, с такой, он удивился, а потом улыбнулся. Ты думаешь, он бы, то есть он удивился, там либо 100, Знаете, у либо нас сейчас такая 1. отмотка. Но а из-за теперь того, что посмотрим. он улыбнулся, это было явно 100. Ты так говоришь, как будто я хочу вас всех убить. Я не знаю. Не двигатель инверсии будет вашим финальным боссом. Я буду вашим финальным Я вот все боссом. выбираю, кто будет Кто финальным из вас боссом. троих будет финальным боссом, ребят? Для Карсона Уэйвера. Меня ослабляют как могут к финальному испытанию.
Карсон против всех такой будет. Это 3 волны просто будет из нас. Да-да-да. Хорошо, хорошо. Знаете, это ожидание 3 волны. Реальность лежит скорченный Карсон Вейпер, его 3 человека пинают ногами вот так. Хорошо. Оксана, расскажи, как тебе? Ну, все еще, конечно, я рада, что получается не просто ходить безумным следом и там, не знаю, слышать голоса, которые зовут на заре, а что это как-то двигает сюжет, что что-то происходит. Супер, весело, задорно. Не знаю, для меня тоже, так как с вакциной этикеткой не знаешь, какие тут правила, как лучше поступить, предположительно, раз жанр нам так намекает, ничего хорошего не произойдет ни с Николь, ни с остальными. Но если просто от этого отойти, то мало ли, а вдруг все закончится хорошо. Ну, вон все, да, и правда убить хотят, а тут ногу вылечили. Вообще-то неплохо выглядит. Ну, я думаю, что вы понимаете, что по мере того, как мы приближаемся к финалу, закончится хорошо, становится очень разным. Вы под очень разными углами начинаете смотреть на закончится хорошо. Так что для кого-нибудь, возможно, все и закончится хорошо. Как бы то ни было. Ну и... так давай, Оксана, ты Да, говорила? и мне хотелось сказать, что с этим финал и становится интересным. А чем все закончится? Это уже не просто добрались, не добрались, вырубили, не вырубили, а варианты появляются разные. Угу. Да. Я думаю, что так или иначе следующая часть будет завершающей, поэтому мы узнаем, насколько все хорошо закончилось уже скоро. Ну давай, Саша, твой фидбэк. Да, я не знаю, прикольно. То есть предыдущие сессии мне больше понравились в плане того, что мы как-то больше каких-то, знаешь, новых вещей видели. Вот, а здесь, пауки, собаки, обезьяны прикольные, конечно. Мне в моменте понравилось, что это, я как понял, там пауки, видимо, какой-то вирус пауков. Например, я себе это так представил. Во-первых, обезьяна с паучьими лапками и собаки с паучьими глазами, вот этими множеством. Вот, было, забавно. Вот, мне, то, что Юра такой тупой, ладно, он и Он не тупой, он наивный. Он наивный. Он тупой. Она была похожа на его первую учительницу. Ему 3 раза сказали, что она убила человека до этого, и он тупой. Он нормально, дали шанс этому Стиву спасти свою жертву, вот, не получилось. Видимо, он кого-то из нас принесет в жертву вместо этого. Вот. Когда умер, Антон, по факту, для Карсона пропали все хоть минимально близкие ему персонажи. Вот, то есть, скажем так, Николь 2 зайцев одним ударом, близких для него людей в этой обстановке убила. Вот. Поэтому, в принципе, хочется узнать, чем все закончится. Вот. Жалко, что ты особо повлиять ничего не можешь, но... Да вы Но, можете... Денис, будешь говорить, что можете. На самом деле, тут тяжело, скажем так, очень на что-то влиять, даже с Вы тем, могли что вы могли вообще скипнуть полностью уровень с биологией. Так, уровень с биологией, это ладно. Какая разница? У нас все равно на нас волны накатывают и старят, ломают, уносят Это текущая людей. бомба. Это тут... На это вы можете Денис. повлиять, только остановив двигатель. Это у меня основная претензия к этому сюжету. Это не к тебе, ничего. Мне просто кажется немного странным. Вот. Но в целом, то, что было сегодня, было меньше каких-то новых событий. Скажем, мы узнали... мы сегодня, по-моему, ничего такого шокирующего, что до этого узнавали о комплексе, особо не узнали. Вот. И
А так, в целом, ну, как бы, ну, мы продвигаемся вниз. Скоро будет финал. Интересно ли, что там будет? Да, интересно. Вот, но, как бы, я говорю... Да, возможно, там будет не то, что чего вы ожидаете, ладно. Хотя бы там. А что мы ожидаем? Я не знаю, я Там ничего не будет, ожидаю. Там будет не совсем Да не говори. то, что вы... Я не Давай собираюсь- оставим. Да. Намеки тоже. Там Не, ну будет- там я как бы, я особо себе не представлял себе, что, то есть я не представляю, что там просто будет машина, мы к ней подойдем и там что-то вот ставим, не, я себе так не представлял, потому что здесь реальность меняется, поэтому хер пойми, что там будет, вот, но... Окей, хорошо. Есть у вас вообще идеи, вообще что происходит-то в комплексе? А я представляю, вот машина Ну, будет, у меня ключи идеи будут, есть, но я и мы там промолчу. что-то выбираем. Типа, кто куда какой там повернет, так и будет. Ну и дальше уже какие-то, видимо, ну, предполагаем, может быть, ветка Надежды, ветка Бреннера там по-своему. Ну, то есть, а-ля там остановить, там не остановить. А он Может, уже что у дал кого-то свои. испорченные планы, там как бы бренд, если у нашей группы Почему что-то получится испорченные? сделать, Может быть, они улучшены. то это будет как бы ветка Бреннера, но как бы есть, ну, как бы вероятность, что и у него не получится. Я как понимаю, он не заодно с этим, как он же называют, ну, с чуваком, который тебе помогает, да. По факту вы, скорее всего, вот будете бороться между собой. Но мы так. Она с червями захлебнется, я просто сломаюсь. Я захлебнусь Где-нибудь. червями, Не-не, ты уже не сломаюсь, а захлебнешься. ты меня еще и потом Не-не-не, я грохнешь. не про тебя, я про Надежду. У тебя ноги вылечили. Я уверен, что червями тебе уже тоже помогли, чтобы ты помогла, скажем так, закончить начатое. Ну, тебе ногу, блин, да вылечили. С червями, я думаю, там тоже, ну, легко справиться. Если надо Вы не будет. забывайте, Если ты будешь полезна. Советская медицина. Оскорбинка. Да. Вы не забывайте, что мы в двигатель человека живого вкорячили. Не мы, во-первых, а вы. Мы. Вот. Мы советские ученые. Вот. Мне единственное, Я что думаю, нам с ним как интересно, минимум ну, поговорить придется. вот из текущего, ну я практически уверен, что Стив вначале был нормальный до того, как попал сюда, и здесь его что-то поменяло, но я не уверен в этом. Вот. Еще мне, конечно, интересно, какие у Петрова были мотивы, что он... Ну, он не очень был удивлен тому, что случилось, вот, поэтому тоже вот, ну, жалко, что он умер, я думаю, в конце уже расскажут. Вот, это Ну, я тоже думаю, ты интересно. можешь у Надежды А спросить, подпресс. она уже знает это. Что он знает? Я даже вам говорила, что мы доктора Петрова подключили к двигателю инверсии. Нет. Ну да, а нахера, ну, я имею в виду, почему вот Петров, которого Илья играл, он, ну, так уверен, так не удивился, то есть он был уверен, что это сработает и его отправят в прошлое? Нет, я думаю, он знал, что его отец работал над этим. Ну хорошо, да, а почему... то есть это случайно произошло, то есть он не хотел вот этого всего, что сейчас происходит. Он просто не собирался особо двигатель отключать, у него тоже какие-то там свои планы были. Поэтому Ну, Я, он- знаем, насколько понимаю, он удивился, конце. когда узнал о докторе в машине. Но он не сказал тебе, что он не хочет двигатель отключать, он сказал тебе, что он хочет дойти до двигателя. Ну вот, и я же там на психологию кидал, у него были какие-то скрытые мотивы. Ну да, То есть это о- факт. Ну, у меня нету скрытых мотивов. Что значит это факт? У меня нет скрытых мотивов. У тебя есть скрытый секрет, у тебя был темный секрет. Но я Да, думаю, что ну он и уже- секрет, и секрет. Но он там поползет вон по этому. Как бы Уже чё. ползет этот секрет. Как бы, да? знаешь, я уже, как бы, даже если я раскрою свой самый... Я не самый худший человек в этой партии. Мне вообще не стыдно. Это, кстати, да, очень забавно, что он планировался как самый худший человек в этой партии, но постепенно его моральный компас и моральное превосходство повышается то над одним, то над другим членом партии, пока Надежда остается только. Ну да. Но она Там советский недолго ученый. осталось. До нее нам как до неба. Моральный компас советских ученых, это ж... До космоса человек. доведет.
Живого человека в машину запихали. Она кинет на успех, на крит, отключая двигатель и случайно построит коммунизм. Вот. Настолько ее компас силен. Социализм. Хорошо, социализм, хорошо. Все, следующая серия точно будет завершающей. Не факт, не обещаю вам, что вы вообще дойдете до двигателя. Мы это посмотрим. Но надеюсь, что вы дойдете и увидите хотя бы, что там такое с этим двигателем. И мы узнаем, наконец-то, сможете вы его отключить, включить, усовершенствовать, разобрать, собрать, унести с собой в 2010 год или вообще куда угодно. Все мотивы мы узнаем, все карты будут вскрыты. Не все выживут, я вам обещаю. И увидимся в следующий раз. Всем спасибо, всем пока.